6 августа 1945 происходит первый взрыв. 9 августа 1945 происходит второй. Эти дни с уверенностью можно назвать самой ужасной трагедией прошлого века, но также они являются зачатием самого узнаваемого монстра на Земле. И уже на протяжении последних 70 лет этот странный динозавр умудряется оставаться на плаву интереса как у старых, так и у новых зрителей, повергая своим ревом как в восхищение, так и в животный ужас. В этом видео мы попытаемся понять, из-за чего произошел феномен Годзиллы. Причем здесь мифология, императоры, религия и ядерное оружие. И почему этого монстра все-таки так обожают в стране восходящего солнца. Маленькое предисловие перед тем, как мы начнем. Хоть это видео по сути о культовом персонаже всех времен, но здесь нам придется затронуть и ужасающие события всех времен. И с одной стороны, я не хочу подходить к описанию японской трагедии с жалостливой стороны. Возможно, потому что слишком много перечитал того, что Япония вообще делала до этих самых взрывов. Один только отряд 731 чего стоит, и это на самом деле только лишь часть айсберга. С другой стороны, я также не могу оставаться равнодушным к тому, что пострадало огромное количество мирного населения. Это были самые обычные люди, не верхушка правителей, не какие-то военные базы, хотя они там тоже были, а простые мирные жители, дети, старики. Но видео я изначально задумывал как углубление в само культурное явление, которое родилось исходя из всех событий. Поэтому можете называть меня аморальным или не до конца разобравшимся, но я буду апатичен ко всем сторонам конфликта. Неважно, Япония, США, Россия, Китай, в корне этого видео лежит совершенно другой посыл. Я не разборщик военной истории, да и канал у меня вроде как не исторический. И уж тем более я не пытаюсь сыграть на ваших чувствах, как делают какие-нибудь каналы с true crime контентом. Я не буду здесь пытаться выдавить из вас эмоции. Поэтому все какие-то исторические пиздецовые моменты буду подавать с тонким флером простоты и мягкости. Не везде это получится, да, пиздец был, да, было куча ужасных историй, куча загубленных судеб со всех сторон, но повторюсь, называйте меня как хотите, но это развлекательное видео. Тема выбрана сложная, я ее вынашивал больше года, и я ее попытаюсь развлекательно подать. Ну и конечно шутки будут, так как это развлекательный контент, но очень аккуратные и естественно в подходящих для этого местах. И еще одно важное уточнение. Это видео не о фильмах, это видео не о создании эффектов и не о сюжетах франшизы. Это видео о культурном явлении внутри нации, что отразилось на всем мире. Поэтому засуньте руку в штаны, как Гена Букин, вы смотрите развлекательно-документальный фильм о феноменальном монстре, который родился благодаря самой ужасной трагедии как Японии, так и всего мира. Годзилла непобедимый. Сквозь дым и пламя разрушая все вокруг, он гигант, что страхом сковывает. Но в час, когда тьма захватывает мир, он встает за нас, как древний миф. Годзилла непобедимый, король монстров, властелин. Он защитит нас от беды, как назло. Несомненно, чтобы лучше понимать весь контекст и вдуплить, почему эта гигантская рептилия так сильно полюбилась всем, нужно сначала понять основу, почему Япония вообще вляпалась в такую беду, и как все дошло до дня малыша и толстячка. Тут придется углубиться слегка в историю. Смотрите, чтобы все понимали, я начну издалека. Дайте мне всего лишь 5 минуточек. Все началось с ледникового периода.
Во времена палеолита вся земля была скована ледниками. В Тихом океане был остров, который похож на морского конька. Так вот, этот остров и был будущей Японией. Территория острова была связана с материком участками суши. И во время максимального оледенения, а это где-то за 40 тысяч лет до нашей эры, уровень океана был, намножечко так ниже нынешнего, что позволяло пешкодрапам проникать на архипелаг переселенцам как с юга, так и с севера. Да, сейчас это звучит странно, но тогда там был сухопутный проход, поэтому кто угодно мог шастать туда-сюда. Ну и, собственно, постепенно Японию населяли, помимо самых коренных жителей, переселенцы из разных регионов. Из нынешних Китая, Монголии, Кореи, Вьетнама, Таиланда, Камбоджи, Филиппин, Сингапура, в общем, все разные переселенцы-азиаты припирались на остров, обосновывали там свои поселения и жили так с разными этапами легких и не очень войн последние 40 тысяч лет, прямиком до относительно наших дней. Кстати, мини-автоп — интересная научная деталька. Узкие глаза и плоское лицо — это отличительные черты монголоидной расы. К сожалению, ученые хреново работают, поэтому до сих пор не могут до конца объяснить причины возникновения такой внешности. Но вроде как самая вероятная теория — их завезли инопланетяне. Ты чё, дурак, блядь? Шучу. Это климат. Лицо и глаза людей эволюционировали, чтобы приспособиться к суровым условиям Центральной Азии. Например, складка века, или по-научному эпикантус, мог возникнуть как защитный механизм, который помогал уберечь глаза от пыли и сильного ветра. Плюс регион был солнечным, но заснеженным, поэтому эпикантус также помогал защищаться от вредоносного действия отраженной солнечной радиации. Ведь снег белый, а значит лучше отражает солнце. А еще точнее, он отражает где-то 85% солнечных лучей. Плюс ко всему, эпикантус утолщает жировую прослойку века, и типа такая жировая прослойка может служить защитой от обморожения глаз. Я сам своего рода хожу зимой и щурю глаза постоянно, поэтому в данную теорию в принципе верю. К чему я эту вроде бы на первый взгляд бесполезную информацию рассказал? Я не про эпикантус информация полезная, да к тому, чтобы лучше понимать, из чего сформировалась вся культура Японии. По сути, это сборная солянка из абсолютно разных народов, которых связывал, получается, только разрез глаз. Например, письменность в Японии была заимствована из Китая. От южно-восточных переселенцев в Японию пришли охотники. Из Кореи пришел в Японию буддизм, который вообще появился в Индии. Вот, например, еще по более распространенной и достоверной теории, татуировки пришли в Японию, опять же, из того же Китая. То есть вы понимаете, к чему я веду. И нет, не к тому, что японцы — это отпочковавшиеся китайцы, а к тому, что в этот длиннющий остров тысячелетиями перли разные люди, привозили свои какие-то знания, и внутри закрытого острова весь этот бульон информации формировался в абсолютно, хоть и заимствованную, но уникальную культуру быта. Вся Япония — это такой мелко нашинкованный салат из всех народов Восточной и Юго-Восточной Азии, которых, можно сказать, заперли на острове, и они там варили свой уникальный менталитет. Надеюсь, я корректно донес мысль того, что заимствование у японцев не то что часть их бытия, это их генетический код. Эту мысль я много раз в своих видео говорил, но как-то не было прям прямого повода поподробнее затронуть этот вопрос. Также не просто так я начал рассказ из такой далекой отправной точки. Во время варения этого японского менталитета людям нужна была религия, и она у них также появилась благодаря заимствованию. И вот тут уже без стопки отменного самогона или саке разобраться будет чуть сложнее. Точнее, я-то разобрался, осталось донести до вас. Синтоизм является японской своеобразной религией. Образовался синтоизм как раз-таки из-за огромного смешивания всех древних народов, которые приплыли в Японию. Поэтому у синтоизма, нет каких-то единых древних текстов. Кто-то скажет, что они есть, кто-то скажет, что это чушь, но факты остаются фактами. Прямых древних каких-то трактатов, хотя бы в пару тысячелетий, у синтоизма нет.
В общем, как учение, синтоизм складывался под влиянием буддизма из Индии и конфуцианства вместе с даосизмом из Китая. Про все это я объяснять не буду, это нам не надо. Главное, что по сути синтоизм является вот прям перемешкой всех этих верований. Главная его суть в том, что японцы верят, сейчас внимательно, в существование души и духов. Вера в одушевленность всей природы. Это важно. Я понимаю, это звучит смешно, потому что я перечислил все то, что свойственно любой вере, но в случае с синтоизмом случай чуток иной. Сори за тавтологию. У них объектами поклонения являются особые духовные сущности, или, проще говоря, волшебные боги и души умерших. Особой частью синтоизма является поклонение природным объектам, за каждым из которых стоит свой дух. Таких духов японцы называют ками. Тут пока что ничего сложного. Ками — это божественный дух, которому стоит поклоняться. Да-да, синтоизму присущи черты примитивной религии, да, но вот, повторюсь, приколы начинаются в другом. Синтоизм сформировался благодаря многовековому сотрудничеству разных верований. И так вышло, что принципы одной дополнялись принципами другой религии, и в итоге у нас, точнее у них, появилось уникальное переплетение мифов и духов. Например, буддийские божества могли проповедовать японский синтоизм, а духи и природные боги синтоизма никак не противоречили буддийской картине мира. Чтобы было понятнее, представьте, если бы в православных храмах люди поклонялись какому-нибудь Сварогу или Перуну. Представили? Но это и звучит странно, и выглядело бы странно, но как-то так и выглядит синтоизм в Японии. И дальше происходит еще более сложный процесс. Из-за особенностей веры в духов и богов, которых они называют ками, происходит скрещивание с мистикой и первобытными верованиями японцев, а отсюда уже рождаются всякие странные разновидности разных призраков. Призраки Японии обзавелись целым, наверное, поджанром сущностей. Я опять же много раз в видео упоминал йокаев, и теперь мы можем обсудить и их. Так вот, йокаи — это японские призраки, которые на религиозном уровне признаны, всеми японцами. То есть, если духам ками они поклоняются, то йокаям они не поклоняются, но в них верят. При этом йокаи — это не просто призраки в нашем классическом понимании. Они ничего общего-то особо не имеют ни с Каспером, ни с тем толстым обжорой из охотников за привидениями. Это вообще про другое. Призраками Японии могут быть кто угодно и что угодно. Существа из плоти и крови, или какие-то предметы, или мистические монстрики, или классические духи без плоти. То есть это общий такой бестиарий всевозможной мифологической каши. Давайте конкретики. Фишки некоторых японских призраков заключаются в том, что если ты, например, забыл о какой-то вещице, она может обрести сознание и начать тебе мстить за то, что ты о ней забыл. Например, твоя старая детская игрушка. Почему бы и нет? Забыл о ней, да? Не помнишь? Жди, ночью придет. Или вещи, которые существуют больше 100 лет, тоже могут обрести собственное сознание, и они становятся буквально живыми. Есть такой знаменитый герой японского фольклора Каса Обаке. В японской мифологии старый оживший зонтик. Наверное, у них было очень много столетних зонтиков, которые часто оживали, раз им даже дали собственное имя. И это, можно сказать, начальный этап религиозного мистицизма Японии. Вы понимаете, в какие дебри мы можем залезть? Например, как может появиться призрак Бакенеко. Если ты кошку будешь кормить в одном и том же месте 13 лет, она превратится в кровожадного оборотня. Причем Бакенеко может быть настолько огромным, что не пролезет в дом, а вместо этого будет шарить по нему лапами, выискивая людей, как мышей в норе. Причем эта скотина может еще превращаться в человека. Бывают вообще странные призраки. Райджу, зверек Рейдена, олицетворяет шаровую молнию и обожает прятаться у людей в пупках. Поэтому суверенные японцы во время грозы спят на животах.
И я их не выдумываю и не стебусь. Призраков-йокаев в такой картине мира огромное количество. Это буквально покемоны, только в религиозной плоскости. Идешь ты по улице, увидел смятый фантик, это мог тебе йокай подкинуть. Или это вообще может быть сам йокай. Надо сходить под священную сакуру очиститься. Или выполнить какой-нибудь ритуал, типа пройтись вокруг дома 3 раза. Или кинуть в него покебол, например, и ждать заветный звук. Давайте еще парочку забавных юкаев опишу. Надеюсь, вам так же угарно и интересно, как и мне. Вот у нас есть Рокурокуби. Это обычные такие тетечки, которые по каким-то причинам подверглись частичной призрачной трансформации. Ночью их шеи начинают расти и головы ползают по дому, совершая всякие гадости. Уж я не знаю, какие гадости могут совершать головы, в альманахе по юкаям этого не уточнялось. Но вот еще один интересный юкай. Сагари. Это лошадиная башка, свисающая на ветке деревьев. По поверью, если ты встретишь Сагари, то скорее всего заболеешь. Я не знаю, чем можно заболеть, но я бы заболел точно заиканием. Ну и давайте последний. Сириме. Это призрак-эксгибиционист. Он догоняет людей, снимает штаны, поворачивается к ним задом и оттуда, ну в смысле из зада, высовывается глаз. После чего зрители обычно падают в обморок. И вот таких йокаев можно перечислять часами. И вы поймите, такая форма мышления не на уровне детских сказок, это на уровне веры, что само по себе уже является, весьма странным и интересным явлением. Также синтоизм учит, что после смерти душа требует совершения особых и необходимых обрядов над телом. Не провел ты особый обряд, все, душа не ушла. Призрак будет бродить где-то рядом, может даже с тобой встретиться вечерком. Или он может стать призраком Юрей. Ладно, я обещал, что больше не буду рассказывать о юкаях, но... Ладно, уговорили, последний расскажу. Юрей тоже интересный и даже в наших кругах знаменитый вид призраков. Обычно им становится погибшая от любви женщина, и стандарты ее вам точно знакомы. Это белое кимоно или белая ряса, черные свисающие длиннющие волосы, которые растут даже после смерти, руки болтаются как макаронины. В общем, это известный всем образ из звонка. Теперь вы понимаете, почему от оригинального японского звонка японцы писались кипятком? А у нас это обычный такой проходничок, потому что для нас эти образы не имеют силы. Нас, например, не пугали нашими домовыми или всякими ивасиками на уровне веры. Для нас есть четкое разграничение, где мифы-пугалки, а где нормальный такой православный Иисус Христос. У японцев же все это слеплено в одну такую уникальную кучу мифологического хрючева. Тут встает вопрос: то ли видео ты включил? Вроде бы тут про Годзиллу должно быть, а не про йокаев и древнюю историю японцев. Да, все верно, я вас наебал. Ладно, это необходимое предисловие для того, чтобы лучше понимать феномен, о котором пойдет речь дальше. Закрепили все вышесказанное. Надеюсь, для вас всех стала куда более понятна такая любовь японцев к всякого рода покемонам, дигимонам, разным формам духов, призраков, и мы влетаем в следующую главу. Итак, японцы живут, поклоняются всяким духам, верят в йокаев и прислушиваются к природе. И мы приближаемся к уже не такому далекому, но где-то 10 веку нашей эры. В это время императоры Японии начали просекать фишку, что управлять японцами проще всего через их же религию, через синтоизм. А синтоизм переводится как синто, путь богов. И постепенно они через своих подручных пропагандонов начинали распространять поверье, что первый император на самом-то деле далекий предок дракона, живое богоподобное воплощение, сын божий, только драконий. В такую теорию народец верил. Не сказать, что прям суперохотно, но все-таки свои плоды такой информационный мув приносил. Одно дело слушаться какого-то там императора, другое слушаться, предка бога дракона. Это сильно меняло восприятие. Плюс, так было легче удержать престол. Мало кто бы решился свергать императора, у которого такая родословная. Ну и передавать престол было бы проще. Вот, у нас род богоподобных императоров, которые испокон веков правят страной. Удобненько, не докопаться.
Но у синтоизма, как я говорил ранее, отсутствовали хоть какие-то древние тексты, задокументированные прям письменные доктрины, через которые можно было бы каждого первого переубеждать становиться адептом синтоизма и платить налоги своим правителям. У нас-то хотя бы Библия есть, а у них так, пара писулек каких-то непонятных кто-то накалякал. Поэтому среди жителей Японии была мощная религиозная раздробленность. Кто-то верил в синтоизм, кто-то в буддизм, кто-то в синто-буддизм, а кто-то был христианином. И как раз на этой почве уже в 16 веке произошел исторический конфликт между католическим христианством среди японцев и японским военным руководством. Одному из военных правителей не нравилось, что Япония сильно раздроблена в религиозном плане, и он решил изгнать из страны всех миссионеров других религий, в особенности миссионеров-католиков. Потому что как-то уж слишком хорошо у них получалось переубеждать людей верить в друга нашего Иисуса Христа. А как в него не поверить? Про него даже книжка есть крутая. И, короче, решил он всех мессий изгнать. И из-за этого политического решения целый полуостров Симабара, в котором практически все уже были уверовавшие христианские католики, восстали против нынешнего государственного аппарата. Такой ебейшей наглости никто не ожидал. И на ближайший год, с 1637 по 1638, начались регулярные замесы самураев. Более 27 тысяч самураев-христиан и 10 тысяч самурайского правительственного ОМОНа полегло. А еще плюсом 30 тысяч японских христиан было просто казнено. А японское правительство после такого, давайте культурно, шока, решило закрыть нахер все границы для всех остальных стран и туристов, объявив самоизоляцию Японии, чтобы больше такого кровопролитного побоища не было никогда. А христианство вообще стало под строжайшим запретом. Любого христианина велено было казнить, книги сжечь, причем любые, китайские, европейские, а тем, кто уехал из Японии, но вдруг хотел вернуться, таких коллаборантов в страну не пускать. Таким своеобразным образом правители захотели уберечь местных жителей от этого ужасного иностранного влияния. Народ на ближайшие пару сотен лет остался вариться в синтоизме и чуть-чуть буддизме. Где-то подпольные были христиане, но они прям были очень тихие. Кстати, весь этот период и назывался знаменитым периодом Эдо в Японии. Только что я вам рассказал краткий курс истории Японии за 5 класс. Пожалуйста, не благодарите. А вот к 1800 годам все как-то постепенно стало смягчаться. Как смягчаться? Приперлись военные корабли США. Они имели название «Черные корабли». И эти наглые янки сказали: либо вы с нами торгуете, ребятки с странным эпикантусовидным разрезом глаз, либо мы будем вас, самураев, калашматить из этих офигенных пушек до тех пор, пока от вашего острова не останется чистое поле. И своими железными палками вы нам ничего не сделаете. Мы вообще на море, и никакие боги и йокаи вам не помогут. Этот, можно сказать, наглый случай продавил японских военных начальников, и они в спешном порядке самоизоляцию, так немножечко приоткрыли и подписали с США договор на торговлю. На выгодных условиях, конечно же, Асашай. Такой случай не остался без внимания, и в 1867 году в Японии началась гражданская война. Нынешний в то время император военным путем сверг военное правительство сёгунат Токугава. Я специально не уходил в более подробные детали и не называл имена, чтобы не усложнять понимание. Но прикол в том, что на протяжении всего существования Японии, вплоть до периода Эдо и всей этой самоизоляции, императоры фактически страной не управляли. Формально они императорами были, но по факту управляли страной военные руководители, которых называли сёгунами. Сёгун переводится как военный правитель. И именно сёгуны всегда имели настоящую власть. А император был так, показушное чучело. И именно из-за этого и началась гражданская война. Чучело устало быть чучелом. Так вот, в 1867 году 122-м императором стал некий Мацухита.
Он замочил всех сёгунов и начал менять страну и вести ее в светлое будущее. Во-первых, произошли кардинальные изменения. На престол пришел новый император и решил все изменить. Так закончился период Эдо и началась эпоха Мэйдзи. Эту эпоху еще называют реставрацией Мэйдзи. Император Мацухита был не идиот. Ну или не последний идиот, и понимал, что чтобы не стать западными подсосами и не превратиться в колонию Америки или Европы, нужно наращивать технологическое превосходство. К ним же приперлись эти янки и угрожали пушками, поэтому им нужно в ответ строить крутые военные корабли, делать современные технологичные автоматы и ракеты, УЗИ, дробовики, базуки, плюс ко всему нужно консолидировать общество, чтобы, как сегодня модно говорить, остаться суверенной и ни от кого не зависящей страной, особенно в военном плане. В чем была, собственно, самая главная реставрация? Во-первых, самоизоляция пошла в жопу. Границы открылись, также изменился государственный строй, появились законодательства, императорский двор, провинциальная администрация, появились деньги, промышленность, дипломатия. Что очень важно, появилось образование, об этом я чуть подробнее расскажу позже, урегулировалась религия, государственный официальный, конечно же, стал синтоизм вместо буддизма, и еще улучшилась куча других сфер жизни японцев. Вся жизнь стала намного свободнее, и самое главное, у японцев наконец-то начала появляться активная национальная идентичность. Вот только как бы это помягче сказать, идентичность была это уж очень ярко национальная. И мы опять возвращаемся к синтоизму. Официально синтоизм стал национальной государственной религией. Буддизм начали резко отрицать, но вот разрыв между обществом, государством и верой был большой. Поэтому через синтоизм и образование госаппарат начинал вкидывать нарративы, что если ты истинный японец, ты должен верить в синто и обязательно защищать японское государство. Но, как мы выяснили выше, не хватало синтоизму миссионерского запала. Не перло людям без заповедей, без старинных книжек, не работало это должным образом. Умы молодежи это не будоражило и не захватывало, а бабушки не бегали и не обливались святой водой при виде попа, будто они на концерте Майкла Джексона. Поэтому, чтобы эту социальную брешь залатать, среди народа, опять же через образование, через школы, через образовательные реформы, начинали активнее распространять поверье, что японская нация на самом-то деле избрана богами, а в качестве пруфов вспоминали, сравнительно недавнее, действительно удивительное чудо, после которого я и сам бы уверовал во что угодно. Итак, отмотаемся от этой цифры на почти 600 лет назад. К 1274 году. В это время Япония стала жертвой военно-морского нападения со стороны Монголии. Внучок Чингисхана, хан Хубилай, решил, что ему очень необходимы эти японские земли, и поэтому отправил туда флот численностью в 30 тысяч воинов, которые плыли на 3500 кораблях. Вы можете себе представить такую армаду? Это просто жесть. Монголы с легкостью разбили японские отряды на островах Цусима и Ики, после чего сразу же отправились к острову Кюсю. И как только они начали стрелять из луков там, кидаться бомбами и прогонять защищавших остров самураев, начался невиданных масштабов тайфун, который потопил половину кораблей и унес жизни порядка 13,5 монгольских военных. И от такого стихийного бедствия монголы развернулись и уплыли, и не подплывали к Японии долгие годы. Но знаете, что здесь самое удивительное и в какой-то степени сегодня смешное? Через 7 лет монголы решили повторить попытку напасть на Японию. И опять на остров Кюсю, уже численностью в 100 тысяч человек. И знаете что? История с тайфуном повторилась и оказалась даже еще масштабнее. Потери монголов оказались катастрофическими.
Порядка 75% флота было потоплено. После такого монголы отказались от попыток вообще приближаться к Японии. И именно после этого в Японии появилось не просто мнение, а вера в то, что это именно боги практически без боя остановили монголов и защитили остров от врага. Кажется, что это обычная глупость, да? Связывать вроде бы обычные природные явления с божественным провидением. Но нет. Дело в том, что тайфуны в этих регионах действительно явление обычное, но сезонное. И в октябре тайфуны, как правило, уже заканчиваются. А первое нападение монголов произошло в конце ноября. И обычной случайностью такие вещи действительно назвать сложно. Во второй тайфун как бы был по расписанию 30 июля, но там и сами японцы молодцы. Отлично давали ответ боем и не подпускали монголов к берегам. Те попали в тайфун по собственной глупости и невозможности высадиться на берег раньше. Но в любом случае этим тайфунам дали название. Я вам уже рассказывал, что богов японцы называют ками, а вот ветер называют кадзе. Эти тайфуны прозвали камикадзе, что буквально переводится как божественный ветер. И именно в честь этих божественных ветров в будущем будут себя называть особые японские летчики, которым с детства рассказывали эту удивительную историю. Да, кстати, первое нападение монголов было на Цусиму. Игра «Призрак Цусимы» как раз про это нападение. Так, возвращаемся к реставрации Мэйдзи. Как вы поняли, удивительную историю с тайфунами начали рассказывать всем, везде и всюду. Бабушки и дедушки подтверждали, что такое действительно было. Такое божественное провидение усиливало японскую веру в то, что они никогда не будут побеждены, и действительно верили в то, что успешно отразят любое вторжение. Именно эта деталька оставалась важнейшим аспектом японской внешней политики до самого конца Второй мировой. Но я забегаю немного вперед. Японцы от такого мощного синтеистического импульса просто преисполнялись в горделивом экстазе. И от этого работали за десятерых. Придумывали гениальные военные решения и вообще супербыстрыми темпами превращали Японию из обычной, рисовой, в нормальную такую промышленную страну. Госаппарат, в свою очередь, просто накачивал народ превосходством японской нации. Ну, то есть, понимаете, от сердца к восходящему солнцу, их же все-таки боги защищают. И все это происходило вплоть до начала 20 века, когда Япония начала строить свою империю. Накачав себе военные мускулы, зарядив большую часть населения идеологической батарейкой, сначала Япония повоевала с Китаем и аннексировала Корею. План был у преисполнившихся ребят простой – захватить всю Восточную Азию и создать там Великую Восточную Азию. Ну, то есть захватить все азиатские регионы, где Япония бы всем управляла. Это получается захватить Китай, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Филиппины, Монголию и еще кучку других стран. И отсюда как раз-таки начинаются все военные замесы. Началась Первая русско-японская война в 904-м. Япония начала нападать на Китай, развязав китайско-японскую войну. Потом она ввязалась во Вторую мировую и как раз залетела на Гонконг и снесла Каолунскую стену. Видео о самом густонаселенном городе мира вы найдете на канале. Также Япония начала нападать на Монголию, Манчжурию, продолжались рамсы с Россией, где Япония хотела отжать весь Дальний Восток, начала нападать на Асашай в попытке отжать Гавайские острова. Именно там был знаменитый Перл-Харбор. То бишь Япония творила беспредел по всем фронтам и верила, что ее защищают боги Ками. Плюс ко всему, все это усугубило еще одно природное явление. Думаю, не надо напоминать, какие верующие японцы и как они относятся к природе. Так вот, 1 сентября 1923 года произошло великое землетрясение в регионе Канто.
Это землетрясение стало причиной гибели нескольких сотен тысяч человек. По масштабу разрушений и количеству пострадавших это землетрясение является самым разрушительным за всю историю Японии. Но не самым сильным, в 2011 было более мощное, но с менее масштабными последствиями. Ну, знаете, новые технологии строительства и все такое. После этого землетряса в 923 году вся японская общественность, политики, экономисты, ученые и обычный люд восприняли такой знак, как небесную кару. Мол, мы, японцы, слишком уж заигрываем с западными ценностями. Поэтому через пару месяцев тогдашний император приказал всем подданным отказаться от роскоши, удовольствий, пагубных привычек и алкоголя и начинать еще усерднее восстанавливать настоящий здоровый национальный дух. Ну и, как понимаете, так продолжалось до 1945 года. За эти долгие несколько десятилетий постоянных конфликтов военный потенциал Японии конкретно так просел. Сил уже оставалось, не то чтобы сказать мало, их уже вообще практически не было. Но, как понимаете, ультрапатриоты все равно решительно настаивали на продолжении конфликтов. И даже когда все остальные страны потребовали от Японии признать поражение и капитулировать, Япония сказала, что в рот я вас всех шатала, и мы будем воевать дальше, потому что с нами боги. На самом деле ответ был чуток другой, но я передаю вам смысловую нагрузку. Выражаюсь простым языком фактов, так сказать. Как вы понимаете, такой ответ был фатальной ошибкой. «6 августа 1945 происходит первый взрыв. 9 августа 1945 происходит второй. $80 тысяч человек исчезли мгновенно. Еще 140 тысяч исчезали в течение 5 лет от излучения и рака. А спустя десятилетия последствия этого, по общим подсчетам, затронуло жизни 450 тысяч японцев. Шлейф от этих двух катастроф, или это можно назвать одной мегакатастрофой, уже никогда не сотрется из культурного кода любого, я повторюсь, любого японского произведения, которое будет выходить после 1945 года. Ну и далее, после этого ужасного события, даже не так, после этого в буквальном смысле ада, который произошел с жителями двух городов, Япония полностью капитулирует. Отдает все завоеванные территории, складывает оружие и передает управление страной американцам. Те же, в свою очередь, так как боги в работе с информацией и пропагандой, сразу же запускают план антикриза. Полностью берут под контроль все СМИ. Любые упоминания в публичном поле трагедии замалчивают. Любой такой контент с подробностями событий подвергается строжайшей цензуре и очень аккуратно фильтруется долгие 7 лет, пока американцы управляют страной. То есть тема бомбардировок Хиросимы и Нагасаки оставалась табуированной вплоть до 1952 года. А после 1952 американцы, думая, что порядок в Японии навели, перевоспитали, так сказать, все население, оккупационный режим снимают. И знаете, с какой-то стороны порядок в Японии амеры действительно навели. Тут даже если копнуть глубже, инцидент с ядеркой для японцев стал неким катарсисом, только в обратную сторону. Можно сказать, произошла социальная кастрация на любые завоевательные амбиции. Но самое главное, сейчас внимательно, люди, японцы, даже это событие восприняли через синто, путь богов. Мол, народ где-то свернул не туда, поэтому боги позволили этому случиться.
Прикиньте, ну в такой синтеистической картине мира, конечно, все звучит логично. Вот во времена тайфунов японцев боги защищали, во времена землетрясений предупреждали, а во времена ядерного пепла уже все, поздно пить боржоми. Удивительное умозаключение. И может показаться, что я сарказмирую и потешаюсь, но ни в коем случае. Прочитав кучу всякой информации, я даже могу понять такой взгляд на мир. Потому что, по сути, это часть их природы. И даже в такой ужасной катастрофе японцы от своей природы не отошли ни на шаг. От какой такой природы, спросишь ты? А я отвечу, хватит задавать вопросы самому себе. Но вопрос я задаю себе действительно хороший. Вы заметили, когда я рассказывал про Йокаев, у всех у них были своеобразные описания и причины существования. Ну, кроме того чела с глазом в жопе, но я уверен, у него есть прикольная предыстория в покедексе. Так вот, японская фишка в том, чтобы заворачивать все, что они видят, слышат, чувствуют, в мифологическую обертку. Именно поэтому у них так много разных богов, так много разных йокаев и так много мифологических историй. То есть природа японцев — понимать этот мир через мифы. И они к этому пришли не просто так. Но сейчас мифологию я затрагивать не буду. Это достаточно интересный момент, и мы о нем обязательно поговорим, но не сейчас. Смотрите далее, и вы все поймете. Так вот, природа японцев никуда не делась. Многие после ужасных событий в такой парадигме ушли в эскапизм, в работу, в творчество, в пьянство. Но вот какой-то осадок в сознании японцев все равно присутствовал. Остался какой-то момент недосказанности. Не хватало людям какого-то мифологического описания событий. Да и плюс ко всему, событие еще и достаточно труднопереносимое. Как будто, знаете, вот человек потерял близкого родного человека и еще это не осознал и ушел в работу с головой. А момента осознания трагедии еще не наступило, не выплакался. И я понимаю, что очень поверхностно описываю такие сложные материи, но главное, чтобы вы поняли, что какая-то такая похожая недосказанность оставалась у большинства японцев. А через пару лет происходит приводящий в чувство такой смачный шлепок по лицу. В метафорическом, конечно, смысле. 1 марта 1954 моряки рыболовного судна Фукурю-Мару номер 5, которое символично переводится как Lucky Dragon или Огненный дракон! Нет, счастливый дракон. Это огненный дракон! Нет, сказал же счастливый. Я без труда могу перевести такое простое слово, и здесь могла бы быть чудесная реклама какой-нибудь школы английского языка, но рекламы не будет, поэтому подписывайтесь на мой бусти. Спасибо, люблю вас. Так вот, моряки с Lucky Dragon оказались вблизи американских ядерных испытаний в Тихом океане, и из-за близкого контакта получили нехилую такую дозу радиации. Это, конечно же, привело к лучевой болезни всего экипажа и, естественно, заразило всю рыбу, которую рыбаки поймали для продажи на рынках. Такое событие не на шутку взбудоражило общественность Японии, яро подняв дискуссии по поводу ядерных ударов, и все это вкупе усилило антиядерное движение японцев. Особенно забавно еще то, что у японцев знатно так подгорело седалище от того, что американцы, видите ли, проводили эти испытания в крысу и максимально пытались замять весь информационный шум в Японии. Эти пикантусовые ребята, забавные, конечно. Думали, с ними все по-честному будут общаться, по совести, ага. Только вот о чем здесь думали сами американцы, непонятно, потому что на тот момент это были самые масштабные испытания ядерки. Удар был такой мощности, что грибовидное облако достигло высоты чуть больше 40 километров. А судно счастливого дракона, если что, находилось на расстоянии 170 километров и все равно было задето радиационным фоном. И не надо писать про царь-бомбу, я знаю. Этот случай с Lucky Dragon, кстати, прозвали второй атомной бомбардировкой Японии. И помимо того, что это происшествие со дна подняло старые, еще не зарубцевавшиеся раны, вдобавок оно задело еще кое-кого. Того, кто долго спал.
Итак, японский кинопродюсер Томоюки Танака 2 марта 1954, буквально на следующий день после американских испытаний, в газете увидел новости о трагическом судне Lucky Dragon номер 5. Также в газете он увидел последствия от излучения, как грубеет и покрывается гнойными наростами кожа. Также в статье Танака начитался про ужасающие последствия от ядерного оружия и... Нет, он не побежал сразу снимать фильм о Большом Джи. Сначала Танака попытался снять документальный фильм о судьбе судна Lucky Dragon 5 и его экипажа. Но ему моментально отказали. Сказали, что это может нарушить отношения с Америкой. И вот здесь давайте подытожим все вышеописанное. Люди, проживающие на этом огромном острове, испокон веков испытывали постоянное напряжение. Войны, как минимум гражданские, так и с соседями. У них происходят регулярные землетрясения, цунами, тайфуны. После идет религия, в которой есть постоянные какие-то демоны, монстры, йокаи, боги, которые непонятно как к тебе относятся. И все это происходит аж до 1945-го. И последней каплей становится только что изобретенное самое ужасающее оружие человечества, которое сбрасывают на их дома. И после они живут еще долгих 9 лет, без возможности отрефлексировать, переосмыслить и выговориться. И здесь, как назло, происходит случай с Lucky Dragon номер 5. Сказать что-то в такой ситуации хочется. Но, конечно же, поднимать все эти темы с дремучего дна и прямо и открыто говорить о последнем инциденте с бабахом киноделы открыто не могут. Это может привести к новым конфликтам, а этого никто, как вы понимаете, не хочет. Здесь нужен особый киноязык, наполненный метафорами, аллегориями, туманными образами и, самое главное, таким близким для японцев божественным мифологическим смыслом. Все мы знаем, что кайдзю — это огромные японские монстры, которые сражаются либо друг с другом, либо с человечешками, либо с роботами. Но что если я скажу вам, что даже кайдзю японцы не придумывали сами, а грамотно идею позаимствовали? Вы же помните, что это часть их генетического кода? Даже здесь оно работает на отлично. Надеюсь, у вас не кружится голова от постоянных отматываний времени, потому что мы сделаем это еще раз на 3 года назад. В 1951 году в американской газетке был опубликован маленький рассказик от знаменитого Рэя Брэдбери, который назывался «Туманная сирена». В сюжете рассказа фигурировал огромный монстр, который нападал на маяк. Звуки маяка этот монстр принимал за рев своего сородича, а когда вместо родственника видел маяк, к ебеням его разрушал в порыве гнева. Идейка была прикольной, поэтому через пару лет, уже в 1953 году, Warner Bros. Сняли черно-белый фильм, который назывался «Чудовище с глубины 20 тысяч морских саженей». Ну и название-то, конечно, идиотское. От сюжета Брэдбери там осталось не так много, только разрушение маяка. Но самое главное, по сюжету этот ящер пробудился из-за, внимание, взрыва ядерной бомбы и направился к побережью США. Ну и в фильме он крушит рыболовецкие судна, атакует Манхэттен и погибает от выстрела радиоактивным изотопом. Так вот, именно сюжет этого фильма и вспомнил Томоюки Танака после того, как получил отказ снять документалку про Lucky Dragon 5. И здесь ему приходит в голову идея использовать гигантского монстра как метафору ядерной катастрофы. Но справедливости ради можно еще вспомнить пару других картин, которые также эксплуатировали идею ядерных бомб и их влияние на жизнь людей. Например, фильм «Они». Там гигантские муравьи пытались сожрать Калифорнию. А в фильме «Невероятно уменьшавшийся человечек пытался спастись от огромных клопов и тараканов. Но это мы отходим от темы. Так вот, 1954. На сцену выходит он. Монстр из мифов про доисторических драконов,
который обладает разрушительным потенциалом цунами, землетрясений и ядеркой в одном флаконе. Монстр, рев которого одновременно похож и на сирену опасности, и на взрыв чего-то разрушительного, и просто вызывающий животный страх. Существо, которое непобедимо обычными человечками. Монстр, который не просто выжил после того, как попал под ядерный взрыв, он эволюционировал в сгусток энергии злости и хаоса, которая запечатана в зарубцевавшейся коже от излучения. Для Японии Годзилла стал настоящим катарсисом. Фильм был не столько развлечением, сколько завуалированным политическим заявлением. Годзилла — это дитя атомной бомбы и символ древнейших сил природы, которого нагло разбудили эти бесстыжие людишки. И хоть до этого времени в Японии уже были картины, которые аккуратно обращались к ядерной теме, например, фильм «Хиросима» 1953, но именно через Годзиллу японское общество разрешило себе двигаться дальше. Из-за того, что персонажи фильма справляются с Годзиллой, и им удается потопить его скелет на дне океана, таким образом и зрителям через победу над монстром в фильме удается метафорично, хотя нет, почему метафорично, буквально побороть ту боль, живущую в них самих. Да и помимо того, что в Годзилле они увидели ужасающую опасность ядерного оружия, одновременно в нем они увидели себя. Как выглядит озлобленность и одержимость разрушением, войнами и фатализм последствий. И что природа, если ее не жалеть, а кидать на нее всевозможные бомбы, то она никогда не оставит человека в покое. Отмечу, что этот подход весьма характерен для синтоизма. Все сказания, все мифы о разрушительных богах и карме и драконах нашли свой отклик, ну и визуализировались в Годзилле. Итак, Годзилла, коренной мифологический образ для Японии, стал очень мощным антиядерным комментарием. Под фильм срефлексировала абсолютно вся страна. Образы, поданные в фильме, считывали абсолютно все японцы. Голова, немного напоминающая гриб, рубцовая кожа, имитирующая радиационные шрамы выживших, пылающий в огне город и мать с детьми, готовая здесь и сейчас умереть и отправиться к погибшему мужу. И все это сопровождается десятками раненых в больницах, которые мучаются от радиации. Такие жирные детали японский зритель подхватывал на подсознательном уровне. Годзиллу в первом фильме убивают специально разработанным технологичным оружием, так называемым разрушителем кислорода. В финале картины нет никакого утешения от победы над монстром. Трагедия и последствия, показанные в фильме, делают Годзиллу 54-го реквиемом по погибшим во Второй мировой войне. Как вы понимаете, успех у первой картины про гигантского монстра в Японии был ошеломительный. Вот только сама концепция, идея, заложенная в фильм, себя полностью исчерпала. Природа и человек, ответственность, войны, оружие массового поражения, национальная травма – это все уже высказано. А вот денежки зарабатывать надо, особенно когда на горизонте появился такой отличный символ. Потому что развлекать народ надо, давать надежду людям надо и поднимать экономику в стране тоже надо. Поэтому остается только массовое развлечение. Через год на японские экраны выходит вторая картина о Годзилле, где рептилия уже предстает в образе не злодея, но и не героя, а такого своеобразного стихийного монстра, который крушит город в паре с другим динозавром по имени Ангирус. Кстати, это был не воскресший Годзилла из первой картины, а совершенно другой. Оказывается, их было два динозавра, которых разбудили ядеркой. Но это по лору. Второй фильм был уже не политическим высказыванием, а обычным экшоном ради экшона. Причем это первый фильм, где сражаются оба гигантских монстра против друг друга. Таким образом, на свет появился ранний прообраз жанра кайдзю эйга, который в свою очередь является ответвлением от жанра токусацу.
А токусацу, скорее всего, вы знаете. Типичный пример — это Power Rangers. То есть супергерои бьются с монстрятиной, и в конце монстр вырастает, появляется добрый гигантский герой, обычно это робот, и он разваливает кайдзю с пафосным отворачиванием от взрыва под драйвовый музон. И, собственно, именно в этом жанре чаще всего фигурируют разные кайдзю. Поэтому и появилось ответвление жанра в кайдзю-эйга. Вообще, слово кайдзю можно перевести как «странный монстр». Но вернемся ко второму фильму. Народ не супер восторженно принял вторую картину. Да, конечно, прикольно, что там калашматятся два гиганта, но послевкусие от глубокого первого фильма было настолько сильным, что обычный экшон второго без каких-то глубоких символизмов не особо доставлял. Но в любом случае второй фильм дал понять, что Годзилла как бы никуда не делся. Он живой и все еще свирепый. Если рядом кто-то появится его же размеров, то он надает ему по мордам. Такой гигантский альфа-самец. Американцы, увидев, что в Японии появился их аналог Кинг-Конга, а по сути это действительно аналог Кинг-Конга, решили прокатить первую картину и у себя. Поэтому к 1956 году на американские экраны попадает фильм «Годзилла» с припиской «Король монстров». Godzilla, King of the Monsters. Вот только американская версия фильма в корне отличалась от японской. Было вырезано много острых моментов, так сказать, мета-комментариев. Например, полностью вырезали отсылку на Lucky Dragon 5, которая в японской версии открывает фильм. Были пересняты некоторые сценки, где добавили американского журналиста, который весь фильм комментирует события, что тоже сильно нарушает изначальную задумку. Да и в целом американская версия перемонтирована так, чтобы очень сильно сгладить углы и не напоминать, кто ответственен за существование Годзиллы. Плюс фильм с припиской «Король монстров» сильно сместил акцент с ужасающей трагедии до такого обычного фильма про похождение Кинг-Конга, только в виде огромной ящерицы и по Японии. И после этих двух картин в Японии и одного релиза на Западе на долгие годы о Годзилле как будто забыли. А теперь на чуть-чуть перенесемся в Америку, построенную неграми и принадлежащую китаёзам. Итак, вот мы в Америке. На дворе уже наступили 1960-е. Один американский режиссер захотел снять фильм про Кинг-Конга, который бил бы морду гигантской версии Франкенштейна. И вроде бы идея рабочая, но тут начали всплывать кучи всяких авторских проблем. То имя Франкенштейна нельзя использовать, то события в разных местах происходят и неясное место действия для съемки, то денег на покадровую анимацию может не хватить. Кстати, именно по этой причине, покадровой анимации, японцы решили, что будет проще наряжать живого человека в костюм Годзиллы. Зачем что-то делать долго и дорого, когда есть живой человек и костюм? Но вернемся к Франкенштейну и Конгу. В общем, проблем для съемок было много. И как раз в это время идею и сценарий подхватила японская студия Toho. Я до этого не упоминал, но именно Toho принадлежит бренд Годзиллы. И те, чтобы так помпезно, по красоте отметить 30-летие своей студии, заменили в этом сценарии Франкенштейна на своего антропоморфного ящера. Вот только за сценарий и за использование Конга в своем фильме Toho никому ничего не заплатила. То есть они спили сценарий и персонажа и сняли свой фильм, и даже не понесли за это никакого наказания. Но справедливости ради, все-таки правообладатель Кинг-Конга пытался судиться с Toho и даже накатал на Toho заяву за кражу интеллектуальной собственности, но комичность ситуации оказалась в том, что создатель когда-то там продал часть прав на Кинг-Конга третьим лицам. И они просто не смогли собраться все вместе и подать коллективную заяву от лица правообладателей. И им оставалось только обтекать. Вот такие вот тупые факапы в прошлом веке происходили. И за это стоит благодарить только вселенную. Потому что у нас появился самый угарный фильм, который только мог существовать.
Кинг-Конг против Годзиллы получился настолько смешным, развлекательным и абсурдным, что на этот фильм пошла вся Япония. Кинг-Конг против Годзиллы стал самым посещаемым фильмом во всей франшизе Годзиллы даже по сегодняшний день. И знаете, я не хочу вдаваться в сюжетные моменты. Мне кажется, во всей франшизе Годзиллы это не самая сильная сторона. Но, думаю, то, что происходит сейчас на экране, вы и без меня понимаете, насколько этот абсурд гениально смешной. Серьезно, Кинг-Конг против Годзиллы сегодня это тот фильм, под который надо собирать всю свою ораву корешей, брать ящик отборного пойла и просто бешено орать и стараться не сдохнуть от смеха. Причем здесь даже перебивки на какие-то сюжеты с человечками смотрятся гармонично. Можно отдохнуть и перевести дух. Так, стоп. Надо разжевать. Как это фильм о Годзилле превратился вообще в комедию? Учитывая, что две первых картины, хоть и смотрятся сейчас, потешно в этих костюмчиках, и миниатюрки города выглядят картонно, но нутро в этих фильмах все-таки обладало взрослым серьезным посылом, таким около хоррором. Хотя во втором уже и появлялись какие-то зачатки комедии, но все же это были фильмы с налетом ужаса, трагедии и национальной катастрофы. А тут на тебе и прям очевидный комедийный жанр. Все дело в том, что после провала второго фильма создатели тупо не поняли, куда можно вести серьезный тон бренда Годзиллы. Как я сказал выше, все, что можно было сказать важного, они уже сказали в первом фильме, а оставшуюся развлекательную идею взрослый человек смотреть не хотел. Поэтому очевидно, что целевой аудиторией Годзиллы должны были стать дети. Они более впечатлительны, менее придирчивы к качеству, тем более детям намного проще впарить какой-нибудь мерч, игрушки там всякие, майки, короче, развивать бренд через детей намного проще и прибыльнее. Think about it. Поэтому, если тебе больше 30 и ты знаешь, что такое упячка, ставь лайк, проверим, сколько нас скуфидонов. Да, байты, конечно, не моя сильная сторона. Так вот, детишки давали денежки. И вот этот вот алгоритм с дерущимися ряжеными мужиками в костюмах выхухолей и ящерицы киноделы крепко ухватили за яйца. Поэтому последующие приблизительно лет 10 Годзилла становится эдаким прям комедийно-развлекательным ежегодным сериалом для японского юного зрителя. Но я не могу не отметить и вторую сторону этой медали. Тоха пытались снимать и околосерьезные картины. Например, идею с Франкенштейном они не выкинули на помойку, а сняли свою версию. Так на свет появился Франкенштейн против Барагона. А после вышел еще сиквел «Чудовище Франкенштейна». И даже Кинг-Конга они не забыли и сняли тоже вроде как прямое продолжение «Кинг-Конг против Годзиллы», только без Годзиллы. Фильм «Побег Кинг-Конга» 1967 года. И технически они тоже являются частью франшизы о Годзилле. Там появляются те же персонажи, но тон этих фильмов заметно серьезнее. Да и вообще всяких ответвлений, сиквелов, приквелов Тоха выпустила миллион. И это хорошо, что я еще не вспоминаю всякие сольники типа Родана, Мотры, Варана, Ультрамена, Гомеры и еще десятка всяких кайдзю. Обо всем этом я все равно рассказать физически не смогу, поэтому давайте сконцентрируемся все-таки на Годзилле и быстренько, прям быстренько пробежимся по фильмам периода Сёва. Весь период Сёва — это очень комедийная детская постановка. Очень много нелепости, абсурдных драк, смешных падений, странных персонажей и ужасного раскрытия людей во всех историях. Все кекизные моменты и лютый угар, которые вы могли замечать на просторах интернета, скорее всего были из периода Сёва. За этот период вышло 15 картин, первые 3 фильма мы уже обсудили, поэтому не буду на них останавливаться и начнем с «Годзилла против Мотры» 1964.
Из-за тайфуна на берег вылетело гигантское яйцо бабочки Мотры. В это время Годзилл, как обычно, вылез из моря и решил яйцо сожрать. Прилетает Мотра и начинает с Годзиллой рамсы. В итоге крылатый мутант героически погибает, но из яйца вылупляются личинусы и паутиной обездвиживают Годзи. Тот, поверженный, шлепается в океан. Гидора — трехголовый монстр. Это первый фильм, где Годзилла выступает как положительный персонаж. На Землю прилетает инопланетный трехглавый кайдзю Кинг Гидора, который, уничтожив Венеру, решил уничтожить и Землю. За это Горыныча отдубасили в ноговую 3 защитника Земли — Родан, Мотра и, конечно же, наша главная ящерица. Кинг Гидора улетает, но обещает вернуться. Годзилла против монстра Зеро. Астронавты прилетают на планету X. Местные ряженые инопланетяне просят землян одолжить им земных защитников — Годзиллу и Родана — для уничтожения местного монстра Зеро, который оказался, кем бы вы думали? Конечно же, Кинг Гидора. Ну, земляне соглашаются, все это оказывается обман. В общем, это бредовая серия с очень мемными прыжками радости Годзиллы в космосе. Годзилла против морского монстра. Здесь битва происходит с коммуняками. Годзилла просыпается на острове, где есть база Красный Бамбук. Террористы управляют другой монстрятиной, гигантской креветкой Эбирой. Ну и естественно у них происходит замес. Годзи отрывает ему клешню, вставляет в жопу, а мы переходим к самому кринжовому персонажу, которого когда-либо придумывало человечество. Сын Годзиллы. И какой же он урод. Только взгляните на него. Действие этого недоразумения происходит на каком-то отдельном острове. Годзиллыч здесь играет роль батька, который не съебался, а пытается сделать из своего сына хоть какое-то подобие социализированного существа. Хотя с такой рожей ему в любом случае мало что светит. Будем реалистами. И вся эта клоунада заканчивается тем, что ученые замораживают остров и Годзи с Минилой. Так зовут сынулю, впадающего в анабиоз. Уничтожить всех монстров. Фильм вышел в 1968 году. И чтобы хоть как-то забыть о событиях прошлого фильма, события внутри фильма происходят в 1999. Всех земных монстров вместе с Годзиллой заперли на острове-заповеднике. Коварные инопланетяне зомбируют монстров и направляют на разрушение городов. И заканчивается все тем, что астронавты уничтожают инопланетян, а кайдзю освобождаются от контроля сознания. Годзилла, Минила, Габара. Атака всех монстров. Сын недоразумения возвращается, причем в очень странной роли. Главным героем фильма является ребенок, и как бы он живет в двух мирах — фэнтезийном и реальном. И в фэнтезийном мире он дружит с Минилой. И общаясь с монстрами, таким образом пацан избавляется от своих страхов и справляется с трудностями реальной жизни. Посыл фильма понятен, реализация на минус 10 Минил из 1000. Годзилла против Хедоры. Первая за долгие годы масштабно-социальная картина. В 1971 году был основан Greenpeace, поэтому чтобы следовать трендам, и Годзилла начинает бороться с грязью. В буквальном смысле. Пришелец Хедора, пожирая земные отходы, вырастает в местного дерьмодемона. Ну и Годзилла пытается начистить ему ебучку. В этом фильме много времени уделяют кадрам с загрязнениями. И здесь впервые Годзилла получает много физического дэмэджа. До скелета обугливается рука, и кислотой выжигается Годзиллей глаз. Ну и тут впервые показана ярость Годзиллыча такого уровня, что он даже превосходит законы физики и взлетает на ядерной тяге. Ставлю этому фильму 10 тысяч Годзиллов из одного дерьмодемона. Годзилла против Гайгана.
Снова пришельцы хотят завоевать Землю. По их плану им должен помочь киборг Гайган и наш старый злодей Кинг Гидора. А к ним на рамсы по вопросу Земли выходят Годзилла и Ангирус. Ну и понимаете, чем все закончится. Годзилла против Мегалона. Жители подводного мира ощущают на себе ядерные испытания, поэтому посылают на поверхность своего бога Мегалона, чтобы тот уже навел сверху порядок и уничтожил нахер человечество. Годзиллыч и человекообразный робот Джет Ягуар вместе пытаются надрать задницу этому крабу. В этой картине появляется еще один популярнейший мемный момент полета Годзиллы на хвосте. Сюда же еще залетает помочь Мегалону киборг Гайган. Что он здесь делает и как вообще подводные связаны с космическими, не совсем понятно, но замес веселый. Годзилла против Мехагодзиллы. В этом фильме впервые появляется еще один культовейший персонаж Годзиллианы. Из местного кратера Фудзиямы выходит некто, похожий на Годзиллу, и убивает давнего союзника, Ангируса. Вскоре на поверхность вылазит настоящий Годзилла, и оказывается, что первый — это никто иной, как замаскированный робот Мехагодзилла, которого создала какая-то раса макакоподобных инопланетян. В процессе битвы Годзиллычу приходит на помощь древнее божество Кинг Сезар, похожий на здоровенного пекинеса, или, как сегодня модно говорить, квадробер. Ну и они вместе вскрывают консервную банку. Террор Мехагодзиллы. Тут у нас снова появляется Мехагодзилла, видимо, он всем понравился. И с ним появляется еще один новенький кайдзю — Титанозавр. Их опять используют обезьяноподобные пришельцы и опять проигрывают. И это была финальная картина периода Сёва. Экстенсивное развитие, накопление шаблонов постепенно заводили франшизу в тупик. Комбинированные съемки периода Сёва выглядели наивно уже в те времена и требовали перезагрузки. И учитывая, что последние фильмы этого периода вообще не собирали в прокате, о бренде Динозаврыча Япония забывает. Но пока что вперед не забегаем. А о какой американизации вообще здесь идет речь, и почему эта глава называется именно так? Хоть фильмы и выпускались на американском рынке, но все равно Годзилла оставался исконно японским персонажем. Причем здесь Америка? Это еще один хороший вопрос, который я сам себе задал. И если до этого я чуть-чуть затрагивал поверхностный первый слой фильмов, то сейчас обсудим второй, самый настоящий конспирологический слой. Поэтому готовьтесь к базированной базе. Из исторической части вы уже должны были понять, что японцы, помимо того, что качественно воруют чужие идеи, они еще очень быстро и успешно адаптируются к заданным условиям. Именно эта адаптация отлично прослеживается во всех ранних фильмах о Годзилле. Через тонкие политические намеки, которые легко считываются внутри картин, можно заметить интересные параллели. И сейчас мы их обсудим. В самом первом фильме Годзилла позиционировался как омаж на ядерную угрозу со стороны США. То есть Годзилла, если уж совсем упростить до понятных всем материй, был визуализированной прямой американской угрозой. Но в дальнейшем, из-за изменения геополитики в мире, Америка стала японским союзником и взяла на себя роль защитника Японии от нападения других стран. И этот переход Годзиллы из монстра в героя отлично укладывается на вот такие геополитические изменения. То есть, по мере того, как укреплялась связь с Америкой, Годзилла в будущих фильмах становился героем, защищавшим Японию. Также данная тенденция относится и ко всем остальным кайдзю, показанным во франшизе. И да, у некоторых кайдзю, типа Мотра или Родана, есть собственные линейки фильмов.
Но их мы вообще затрагивать не будем, иначе видео будет идти вечность, а я уже состарюсь, пока его смонтирую. Просто держите в голове, что Тоха не только Годзиллу развивала все эти годы. Так вот, гигантский мотылек Мотра, который также появляется в фильмах о Годзилле, вы его уже видели, изначально тоже был враждебно настроен к Японии. Но каким-то чудесным образом после подписания мирного договора Южной Кореи с Японией Мотра становится положительным персонажем. Гигантский кайдзю Родан также имеет тот же самый принцип. Если Годзилла — это ядерная угроза со стороны США, то вот Родан — это ядерная угроза со стороны Советского Союза. Причем стычки Родана с Годзиллой в фильмах были только тогда, когда были политические и физические стычки за Курильские острова между Советами и Японией. А в дальнейшем Родан тоже стал, таким больше положительным персонажем. Кинг Гидора, трехголовый здоровенный кайдзю, так вообще появился в фильмах о Годзилле тогда, когда появились слухи о разработке ядерки у Северной Кореи, Китая и Вьетнама. И вся эта троица была враждебно настроена к Японии. Именно от них Америка и пыталась защищать Японию все это время. Кстати, да, если вы заметили, внешний вид Кинг Гидоры действительно списан с Змея Горыныча. То есть, большая часть, на первый взгляд, странных кайдзю в детских комедийных фильмах о Годзилле и других монстрах всегда обладала глубоким, можно сказать, политическим подтекстом. А уже отсюда и происходит вся эта американизация. Здоровенные кайдзю устраивают буквально рестлинг среди городов. Прослеживается своеобразная американизированная супергероика из гигантов, спасающих Японию. Американские космонавты появляются как друзья. Вообще, почти во всех фильмах Годзиллы американцы очень часто показаны в положительном свете. То ракету собьют, то оружием Японию поддержат в войне против Годзиллыча, то еще как-то подсобят. И сегодня при просмотре такие детали сильно бросаются в глаза. Очевидно, заметная попытка побратушить японцев с американцами. Да и сама форма ведения франшизы полностью списана с американской капиталистической системы. Минимум вложений, максимум прибыли. Каждый последующий фильм периода Сёва технически становился хуже предыдущего. Некоторых персонажей вводили в сюжеты только для того, чтобы сделать с ними детские игрушки. Дизайны упрощались, костюмы использовали одни и те же от фильма к фильму. А когда во франшизе появился сын Годзиллы, Минила, это уже практически полностью погубило бренд, и всю франшизу нужно было перезапускать. Я упомянул период Сёва. Но что это значит? Учитывая, что Годзилле стукнуло уже на сегодняшний день чуть больше 70 лет, естественно, вся фильмография разделяется на периоды. Иронично или просто так удачно совпало, но периоды обозначаются годами правления разных императоров Японии: Сёва, Хэйсэй и Рейва. Но из-за того, что в период Хэйсэй Годзилле потребовалась очередная мягкая перезагрузка бренда, то период Хэйсэй делится на два этапа. Это, собственно, сам Хэйсэй и Синсэй. Или Синсэй еще называют Миллениум. Со дня последнего фильма о Годзилле прошло почти 10 лет. На 30-летие Годзиллы бренд решают перезапустить. Это был первый такой глобальный ребут франшизы. При этом общий вайб будущих фильмов наполняют серьезностью. Больше таких фановых драчек, как в периоде Сёва, не будет. Но, что крайне примечательно в этом периоде, так это то, что он попал на этап легендарного взрыва японского финансового пузыря. Сейчас постараюсь очень понятно и супер упрощенно вам объяснить, что это была за хрень такая — японский финансовый пузырь. Кучу моментов я опущу и просто расскажу вам общую суть широкими историческими мазками. Короче, после проигрыша в войне американцы в попытках сгладить свой толсто-малышковый поступок дали японцам патенты на кучу разных технологий.
Проще говоря, они их обучили делать телеки, радио, магнитофоны, телефоны, камеры. Короче, они их обучили делать абсолютно все в сфере технологий на те года. А я сейчас говорю где-то за период 50-х, 60-х. Плюс ко всему, с японского госаппарата Америка полностью сняла затраты на армию. Для кого-то это сейчас станет открытием, но если что, в Японии армии не существует даже по сегодняшний день. Все военные затраты лежат на плечах США, потому что там находятся их военные базы. В Японии существует сила самообороны Японии, но прикол в том, что называть это армией Японии нельзя. Но это еще не все. Американцы, помимо технологий, нашпиговывали экономику Японии просто американским долларом. Ну, чисто по приколу, чтобы смягчить бедность и немного бустануть какую-то активность от самих японцев. А вот от японцев, так как я уже несколько раз уточнил, что они супер круто адаптируются к окружающим условиям, никто не ожидал, что те начнут не просто повторять разного рода телевизоры и телефоны, а начнут их супер круто модернизировать. Помните, я сказал, что японцы ушли в работу с головой? Так вот, они не просто ушли в работу с головой, они ухватились за это как за смысл жизни. И началось. Самые крутые радиоприемники, самые крутые телевизоры, самые крутые фотоаппараты. Все, что угодно попадало в руки японцев, они это разбирали, делали реверс-инженеринг, брали у амеров бабки и технологии и модернизировали технику до таких уровней, что конкуренты просто сосали где-то у помойки. И за последующие лет 20 такими темпами Япония стала самой крутейшей техноимперией в мире. Феномен этот поистине удивительный. Но тут с японцами сыграл злую шутку их же родной дом. Вот этот вот остров, на котором они живут. Дело в том, что жилплощадь в Японии очень ограничена территорией. И следовательно, чем богаче становилась страна, чем больше она продавала своих радиоприемников, тем больше получала бабок. Следовательно, чем больше бабок, тем выше зарплаты. Чем выше зарплаты, тем выше стоимость жизни. А чем выше стоимость жизни, тем дороже жилье, которое ограничено территорией острова. И на этом фоне стали появляться хитрые япошки, которые решили наживаться на недвиге. Раз она растет в стоимости, то люди начали закупать хаты или квартиры на этапах застройки и продавать их попозже. Типа, подожду годиков 5, хату купил за лям, продам за 5. Идея-то у этих интеллектуалов гениальная. Вот только вторую злую шутку с японцами сыграл их же союзник – США, когда отказались в 1971 году от привязки доллара к золоту. У американцев у самих было очень плачевное экономическое положение, и им необходима была возможность печатать новые доллары, чтобы закидать ими своих же людей. И, конечно, на этом фоне на тот момент курс в 360 йен к $1 с 1971 года начал резко падать. То есть с Японией начало происходить то, о чем мечтают все жители России, чтобы курс вернулся по 35 рублей за доллар. Ну и курс Японии от года к году начал стабильно падать. Точнее, простите, укрепляться. 360, 310, 280, 210, 180 йен. Ну, а вы понимаете, чем это чревато? Техника, которую Япония продавала на весь мир, резко стала стоить дороже, потому что все страны согласились сделать плавающий курс не к золоту, а к доллару. И если раньше какой-нибудь магнитофон стоимостью, ну, не знаю, чтобы было проще, в 3600 йен ты мог купить за $10 при курсе в 360 йен за $1, то теперь при курсе в 180 йен за $1 ты уже покупал магнитофон за $20. То есть для среднестатистических жителей других стран покупка техники из Японии становилась заметно дороже. А японцы, опьяненные вчерашним богатством, цены сбавлять не собирались, зарплаты уменьшать не собирались, и самое главное, стоимость жилья падать не собиралась. Тем более, когда миллионы людей набрали кредитов на это самое жилье, чтобы потом его продать подороже, отдать сверху кредит и еще сверху нажиться. Ну, они так планировали сделать. И в итоге японцы жили так с постоянной дефляцией аж до 1987 года.
А в 87-м произошло самое неожиданное, странное и самое крупное падение фондового рынка США за всю историю. Грёбаное дерьмо. Этому падению дали название «Черный понедельник». Если смотрели «Волк с Уолл-стрит», вы понимаете, что это такое. Я не знаю, сколько было суицидов в то время, но суть в том, что все акции всех промышленных компаний почти по всему миру упали от 20 до 40%. И это произошло без каких-либо причин. Просто само по себе. До сих пор экономисты не могут объяснить, из-за чего это произошло. Но суть в том, что США жестко понадобился он. Доллар, это грязная зеленая бумажка. И они снова врубили печатный станок, и снова курс иены бахнул прямо на дно. Я тут перезагуглил поподробнее. США в качестве тушения финансового пожара 1987 года использовали другие механизмы. Доллар они не печатали. Но в любом случае это никак не меняет исход. Ну а японское правительство никак не собиралось тушить этот нарастающий звездец. Вообще никак. Как будто ничего не происходило. Жить становилось тяжелее, продавать надо было больше, безработных становилось больше, стоимость жилья становилась выше. И на этом фоне японцы просто перестали рожать. Потому что как воспитывать детей, когда тебе себя-то прокормить тяжело? И вот именно эти сложные года выпали на период Хэйсэй. И теперь можно о нем поговорить поподробнее. Тоже в ускоренном виде, но некоторые детальки, связанные с финансовым пузырем, я расскажу. Но вообще, период Хэйсэй на фоне Сёвы заметно стал лучше. В фильмах четче стали вырисовываться злодеи. Теперь они приобретали четкие очертания. Это были не какие-то абстрактные пришельцы в глупых костюмах, а конкретные люди, корпорации, организации. Хотя и с этим стала активнее включаться знаменитая японская серая мораль, но об этом я поясню позднее. Также сам продакшн у фильмов вырос. Фильмы уже смотрятся на более высоком уровне, от эффектов до игры актеров. В общем, Хэйсэй хоть и попал не в самый удачный период, но все фильмы отлично окупались на японском рынке. И это не считая премьер в других странах. В общем, Хэйсэй сделал действительно шаг вперед в сравнении с застоявшимся Сёвой. Конечно, я не буду досконально разбирать каждую картину и подмечать кучу деталей. В фильмах очень часто говорят слова, что, мол, о земле надо заботиться, нельзя трогать природу, и что люди не смогут понять божественные смыслы, и фильмы просто напичканы такими комментариями с ног до головы, помимо того, что там бегают гигантские монстрятины. Поэтому просто носите это в голове и приступим. Первый фильм «Годзилла» 1984. Перезапуск вернул Годзилле первоначальную брутальность и, конечно же, убрал все курьезные тупые шутки. В фильме полностью игнорируются предыдущие картины, не считая самую первую. К ней, кстати, есть прямые отсылки, и только она считается каноном. Ну и сам Годзилла является здесь отрицательным персонажем. Он в очередной раз разрушает Токио. В фильме опять начинают ковырять старую рану. Раз Годзилла крушит Токио, значит в него надо зарядить ядерной ракетой. После корявых сюжетных ходов выходит так, что СССР пуляет в Токио ядерную ракету, а бравые американцы ее сбивают. А Большого Джи заманивают в кратер действующего вулкана, куда он драматично шлепается и сгорает. Но здесь есть интересный моментик. В 1985 году, через год после релиза в Японии, американцы выпустили версию фильма и у себя. Только, как обычно, перемонтировали некоторые сцены, а некоторые вообще вырезали. Самое огромное изменение сюжета было как раз про советскую ядерную ракету. В японской версии советская ракета запускалась случайно из-за замыкания, которое вызвал сам Годзилла, а советский генерал погибал в безуспешных попытках этот запуск предотвратить. Ну и, как вы понимаете, американская версия фильма, конечно же, была перемонтирована так, что генерал намеренно эту ракету запускает. Вот так магия кино и работает.
Следующий фильм был «Годзилла против Биоланте». Японский генетик скрещивает клетки Годзиллы с розой. Ну а получившийся гомункул вырастает до размеров небоскреба, и его, конечно же, нужно уничтожить. За уничтожение здесь отвечает, естественно, пробудившийся Годзилла, который тоже является угрозой для человечества. Годзилла побитый уходит обратно на дно, а Биоланте, живая роза, летает вокруг Земли в космосе. Что интересно, так это то, что в этом фильме первый раз киноделы решаются уколоть американских братишек за то, что произошло в 1987 году в финансовой сфере. В сюжет вводят несколько американских шпионов, которые работают на некую американскую корпорацию. И они хотят украсть технологию бактерий Биоланте, чтобы использовать в своих американских плохих целях. В конце картины, конечно, главный герой оправдывает эту ситуацию, говоря, что в каждой стране есть хорошие и плохие люди, и вообще у нас в Японии замечательно, никуда ехать не надо. Ну, просто в контексте фильма вставал вопрос, что нужно съездить в Америку, но в любом случае политический подтекст тут все-таки очевидно присутствует. Годзилла против Кинга Гидоры. Вот здесь уже начинается прям какой-то фильм-довод. Людишки из будущего, путешествующие на машине времени взад-вперед, устраивают нашествие на Японии ужасного Кинг Гидоры. Конечно же, замочить Кинг Гидору выходит Годзи. Они на пару разрушают город, Кинг Гидора побежден, но теперь угроза исходит от Годзиллы. И для того, чтобы остановить Годзиллу, из будущего вызывают Меха Гидору, чтобы тот замочил Годзиллу. Я знаю, звучит это как какой-то сюр, но смотрится прикольно. Из-за перемещений во времени интересно раскрывается предыстория Годзиллы и Кинг Гидоры. Но самое главное в этом фильме — это то, что здесь опять есть политический подтекст, который, кстати, еще более явный, чем в предыдущем фильме. Дело в том, что изначально пришельцы из будущего, которые на секундочку являлись американцами, прилетели и сказали, что Годзилла — это угроза, которая уничтожит Японию. И Японию они хотят спасти, а для этого нужно избавиться от Годзиллы в прошлом. Но на самом деле они прилетели из будущего, в котором все рассказанное американскими пришельцами из будущего о Годзилле — это ложь. А Япония к концу 21 века стала самой процветающей страной в мире. А из-за того, что все другие страны уничтожили ядерное оружие, они не смогли контролировать такую крутую страну, как Япония. Потому что у них есть защитник в виде Годзиллы. И именно поэтому Годзиллу нужно уничтожить, чтобы уничтожить Японию. Ну, вы поняли, да? Это прям очевидный камень в американский огород. Еще и актеров таких подобрали с рожами хитрыми, а? Молодцы. Годзилла против Мотры. Битва за Землю. Здесь Годзилле противостоят две гигантские бабочки — Мотра и Батра. Мотра Землю охраняет, Батра Землю хочет уничтожить. Ну и Годзилла тут просто как третья сила, которая все крушит. В какой-то момент Батра становится положительным персонажем, которая должна была спасти Землю от метеорита. В общем, куча японской серой морали. Я буду сокращенно пояснять за события фильмов без прям супер деталей. Окей? Окей. И знаете, забавно, что даже здесь есть злобный карикатурный американец, который пытается выкупить двух фей-сестричек, за которыми следует Мотра. Годзилла против Мехагодзиллы 2. Мехагидора, которому навалял Годзи пару фильмов назад, поднят со дна. Из его останков собирают гигантского Мехагодзиллу, чтобы уже навалять таки этому Годзилле по полной. Но получается это, конечно, так себе. На самом деле Годзилла нападает на город по одной причине. Он идет за своим яйцом, которое люди забрали. А из яйца вылупляется сын Годзиллы, и они вместе уходят в море. Также в фильме появляется Родан, который помогает Годзилле спасти своего мелкого сынулю. Здесь злых американских шпионов нет. Годзилла против космического Годзиллы.
Клетки Годзиллы, занесенные в космос, прошли через черную дыру и создали космического монстра, которого назвали Космогодзиллой, и он летит на Землю. Тем временем в Японии создан огромный боевой робот Могуэра. Его цель — уничтожить Годзиллу, но у Годзиллы на этот счет другие планы. В этом фильме затрагивается вопрос загрязнения в космосе. Мол, будем срать в космосе, появится еще один Космогодзилла и не будет им конца. Но и здесь киноделы решили опорочить добрых американцев. Дело в том, что помимо Могуэры в фильме есть другой способ противостоять Годзилле. Это подчинить его при помощи телепатии. И технологию этой телепатии крадет один японский ученый, который оказывается в сговоре с американской преступной организацией. Ну и в общем все заканчивается в любом случае хорошо, идем дальше. Годзилла против Разрушителя. Здесь интересно. Годзилла решает напасть на Гонконг. Только вот его сердце, которое является ядерным реактором, вот-вот взорвется от перегрева. В это время из доисторических микроорганизмов рождается злобный монстр-разрушитель, который убивает сына Годзиллы. Папаша, озлобленный, убивает разрушителя и расплавляется от перегрева. Ну а сынок воскрешается, впитав в себя энергию отца. Годзилла против Разрушителя завершает цикл Хэйсэй, начатый в 1984 году. И кинокомпания Тоха снимать какие-либо продолжения не планировала. Ну, как не планировала? На фоне не самой радужной экономической ситуации, а мы не забываем, что на дворе у них финансовый кризис, Тоха продала американской студии 3 Star Pictures права на 3 фильма о Годзилле с обещанием оставаться верными оригинальной серии, показать мощь и ужас ядерного оружия и технологий. Ну и... американцы обосрались по полной. Годзилла 1998. Конечно же, в американской версии Годзилла крушит не Токио, а Нью-Йорк. А армия Асашай, как водится в типичных боевиках, успешно ликвидирует гигантскую рептилию. У кино получилось окупиться в прокате, но критики полностью уничтожили картину. Дело в том, что Годзилла, показанный в фильме, был не мальчиком, а девочкой, которая откладывала яйца. Выглядела она как гигантский тираннозавр с особо квадратной челюстью. То есть уже тогда американцы любили подрисовывать квадратные челюсти женским персонажам. И она была супер быстро бегающей. Видимо, Голливуду не понравился медленно топающий японский динозаврик. Кожа у американской Годзиллы нормальная, динозавренная. Динозавревская. Динозавроподобная, а не обугленная от излучения. Также желания мстить городу у динозаврихи попросту нет. Это животное, загнанное в угол. И в итоге, как такового Годзиллы в фильме японский зритель не увидел. Эту версию монстра даже в уничижительном ключе прозвали Зилла, без приставки «год». Ну а в честь такого унизительного американского представления Годзиллы, студия Тоха решает быстренько перезапустить новый цикл о своей правильной версии Годзиллы. Вообще, по изначальному плану, Тоха собирались сделать мягкий ребут Годзиллы в 2004 году, после того, как 3 Star выпустит свою трилогию фильмов. Но зашкваренный американский фильм заставил Тоха в спешке снять нормальное, классическое, каноническое продолжение. Поэтому на свет появился Годзилла Millennium. Годзилла, конечно же, снова живой, шагает по Японии, крушит все подряд. В это время из океана выбулькивается скала, которая оказывается инопланетным кораблем. Инопланетяне получают образцы клеток Годзиллы и создают монстра Оргу. Годзиллыч уничтожает тарелку и Оргу и продолжает крушить Токио. Так как этот фильм снимали в спешке, сценарий его был слеплен из кучи других фильмов серии.
Причем не из серии фильмов о Годзилле, а из сторонних фильмов типа «Сольников Родана» или «Варана». Вообще, «Годзилла Миллениум» никак не связан с 7 предыдущими картинами и представляет собой альтернативный вариант появления монстра. Но сами создатели неоднократно заявляли, что Годзилла из эпохи Миллениум — это просто выросший малыш Годзилла из эпохи Хэйсэй, который в финале Годзиллы против Разрушителя остался жив. Именно так они оправдали новый, более агрессивный дизайн Годзи. Опять же, в фильме есть куча примечательных моментиков, отсылок к американскому фильму о Годзилле, вплоть до пересъемок некоторых сцен, но самое главное, здесь озвучивается сильный, как мне кажется, комментарий. В конце, когда Годзилла побеждает инопланетного монстра, он остается крушить город. А в диалоге ключевых персонажей говорится, что люди ответственны за это. Но ученый говорит интересную для японцев фразу: «Годзилла есть в каждом из нас». Как бы намекая, какой культурный код проявили американцы, сняв свою версию. И я бы на самом деле оставил этот фильм в эпохе Хэйсэй, потому что следующий фильм полностью обнуляет все события предыдущих картин, кроме опять самого первого Годзиллы 1954 года. Годзилла против Мегагируса. Тут нужно немного пояснить. Годзилла в этом фильме выступает как такой говнюк, который крушит атомные, да и вообще любые станции энергии. Видимо, это ему по приколу. По сюжету, после разрушения Токио в первом фильме 54-го, он приходил еще раз, чтобы опять развалить атомную энергостанцию. Ученые в попытках создать новый вид энергии создают черную дыру, чем вызывают искривление пространства и времени. И из-за этого доисторические стрекозы попадают в их время. Те, в свою очередь, заряжают энергией огромную матку стрекозы Мегагируса, которая находится на дне океана. Мегагирус взлетает и нападает на Годзиллу, но проигрывает. Ученые стреляют черной дырой в Годзиллу, и тот типа исчезает. Но, естественно, не до конца. Годзилла, Мотра, Кинг Гидора. Монстры атакуют. Этот фильм примечателен тем, что здесь Годзилла предстает в образе прям злодея, с белыми ослепленными яростью глазами. И против него в защиту выходят 3 кайдзю: Барагон, Мотра и, вот неожиданно, Кинг Гидора, который первый раз предстает в положительной роли. В итоге Годзилла всех уничтожает, но его добивают военные. Однако сердце Годзиллы продолжает биться на дне океана. Кстати, тут Годзилла злой не просто так. Он состоящий из душ несправедливо убитых на войне и их боли и гнева. Так что тоже можно провести кое-какие параллели. Годзилла против Мехагодзиллы 3. На основе скелета первого Годзиллы, убитого в 54-м, ученые и военные создают киборга Кирью, нового Мехагодзиллу. Задача у робота тривиальна – замочить легендарного Годзиллу. Годзилла, Мотра, Мехагодзилла. Спасите Токио. Кирью восстановлен, а на дне океана снова пробудился Годзилла. В это же время в воздушное пространство Японии вторгается Мотра. Она требует от людей уничтожить Кирью, обещая, что будет сама защищать их от Годзиллы. В этом фильме, кстати, появляется сцена после титров, еще до того, как это стало мейнстримом в фильмах от Marvel. Годзилла. Финальные войны. На крупнейшие города мира напали монстры, которых взяли под контроль пришельцы. Им противостоит специальный отряд защитников Земли и Годзилла, на которого гипноз пришельцев не распространяется. Здесь даже есть отсылка на американскую Годзиллу, точнее Зиллу. Также в нем появляются почти все монстры вселенной Тоха. И хоть попытка была помпезной, но окупиться такой фильм не смог, да и критики его разгромили. Кстати, бюджет у «Финальных войн» был самый большой за всю историю японской франшизы – $19,5 миллионов. И уже к 2004 году становится понятно, что японские спецэффекты очень сильно отстают от стандартов Голливуда. При этом еще большая проблема фильмов о Годзилле оказалась
полная сюжетная безыдейность и несамостоятельность. Фильмы о Годзилле, начиная с 70-х, точечно копировали голливудские франшизы. Например, в «Годзилле против Мехагодзиллы» 74-го было отчетливо заметно влияние Джеймса Бонда, а в «Годзилле против Мегалона» 73-го Джет Ягуар уж очень сильно напоминал Железного Человека, скрещенного с Ультраменом. В «Годзилле против Кинга Гидоры» полуобгоревший андроид отсылает к Т-800 из Терминатора, и вот таких отсылок вагоны. Омажи на Индиану Джонса в «Годзилле против Мотры», японская версия Чужого в «Годзилле Миллениум», а «Финальные войны» так вообще какая-то попытка сделать японскую матрицу. То есть вся франшиза превратилась в сериальную свалку чужих идей, которые просто врезали в кайдзю фильмы. Но вот если смотреть это сегодня, плохо ли такой подход сохранился? Знаете, на удивление нет. Такие топорные копирования лично мне добавляли огромную порцию фана при просмотре. А гигантские, местами смешные кайдзю просто умножали прикольность происходящего. Я бы хотел, чтобы такая тенденция сегодня сохранилась. Например, было бы смешно посмотреть, как от Годзиллы угоняет какой-нибудь лысик на своем додже, или, например, как Годзилла попадает в будущее, в далекую-далекую галактику и уничтожает какие-нибудь планеты. Но боюсь, что это единственный элемент интереса. Если такой прием исключить из уравнения, то картины сохранились откровенно плохо. Если говорить за период Сёва, он хоть и очень комичен, но большую часть фильмов современный зритель будет очень скучать. Мне кажется, даже сегодняшние дети, которые до этого вообще никакие фильмы не видели, и то не будут впечатлены. Куча ляпов, очень много нелогично выстроенных событий, постоянные рояли в кустах. Мне-то было по приколу их просмотреть в исследовательских целях. И так как я заложник ситуации, то и кучу плюсов в них нашел. Но вот за остальных, у кого на глазах нет ностальгической пелены, я не ручаюсь. С периодом Хэйсэй и Миллениум дела обстоят чуточку лучше. Хоть омажи и копирки никуда особо не делись, но в фильмах начинают затрагивать больше культурных событий. Появляется хоть какая-то киношная изобретательность. Здесь начинает прослеживаться уникальный японский визуально-эстетический кинокод. Местами я видел прям какой-то Евангелион. Огромное количество каких-то технологичных штук, которыми Япония была очень горда в те года. Битва ума против природы, распыление понятия добра и зла. Все это очень излюбленные темы японцев в аниме, в манге, и, конечно, они будут впихивать это в фильмы про Годзиллу. Но здесь уже играет злую шутку поток выхода этих фильмов. За 20 лет, с 84 по 2004, вышло 14 японских Годзиллиих фильмов. И бывали этапы, когда фильмы выходили каждый год по 5-6 лет подряд. То есть каждый год у тебя выпускался фильм. Конечно, такой ритм перенасыщал зрителя и полностью высасывал креатив авторов. Окупаемость фильмов падала, а связь киноделов со зрителем как будто растворялась. Поэтому следующий японский фильм о Годзилле выйдет ой как не скоро, в 2016 году. Но перед этим американцы не сдавались и в 2014 запустили свой Monsterverse. После долгого десятилетнего затишья Годзиллу решили возродить в Америке. Второй раз. На американской вселенной монстров я не хотел бы долго останавливаться, потому что в первую очередь все-таки мы здесь обсуждаем именно японскую версию Годжиры, ну а во вторую, в сравнении даже с самыми третьесортными фильмами японской Годзиллы, американская выглядит без какой-то изюминки, как бы странно это ни звучало. Это просто гигантская ящерица, которая борется с другими здоровенными чудищами. Как будто в ней нет никакого подтекста. Да, дела обстоят в 1000 раз лучше, чем в версии Годзиллы 98. Но все же культурно это не та ящерица. В американских фильмах простой как фантик смысл, без всяких аллегорий и социальных подтекстов. В них нет трагизма, нет рефлексии. Короче, это не национальное переосмысление чего-либо. Это именно что веселый попкорн-муви с знакомым персонажем ящерицы со всей причесанной визуальной атрибутикой жанра. Гигантский динозавр стреляет лучом, бьется с Кинг-Конгом, с Мехагодзиллой, но проблема в том, что это просто голливудская замена трансформеров от Майкла Бэя. Экшен ради экшена.
хотя японцы тоже снимали экшен ради экшена, но в любом случае не упомянуть эти фильмы в контексте я не могу. Итак, первый — это «Годзилла» 2014-го, потом идет вторая часть «Годзилла 2. Король монстров» 2019 года, потом идут две части «Годзиллы против Конга» 21 и 24, также есть сериал «Монарх», который расширяет вселенную Монстрверса, и в 27-м ждем очередную часть «Годзиллы и Конга». Потому что этот дуэт, видимо, у американского, да и у мирового зрителя работает лучше всего. Хотя у меня в сердечке, конечно же, тот фильм 62-го. И может показаться, что я как-то поругал американские версии, но как попкорн развлекалово, они хорошие. Прям реально очень достойные боевички про гигантов. И если вы посмотрите их, то, скорее всего, не разочаруетесь. Даже я уверен, вам эти версии понравятся больше, чем любой из жапанских фильмов о Годзилле. Потому что фундаментально в этих странах, в Японии и в Америке, по-разному смотрят на одного и того же персонажа. И про эту разницу взглядов я уже говорил, чего только стоит американская приписка «Король монстров». Теперь настало время обсудить два действительно необычных японских фильма, которые вышли в нынешний период рейва. Это первый период за всю историю, который пока что не использовал старые тропы предыдущих фильмов. То есть в этих фильмах нет других кайдзю, и сам Годзик не является героем, а скорее смесью стихийного бедствия и раздраженного дикого зверя. В рейве пока что вышло всего лишь два независимых друг от друга японских полнометражных фильма. Но зато каких! Первый — это версия Годзиллы 2016 года с подзаголовком «Возрождение». Конечно, после американской версии Годзиллы японцам опять не понравилось, как представляют Годзиллу на Западе. Поэтому, естественно, за 2 года было решено снять снова правильную версию в новой обертке. В оригинале фильм называется «Шин Годзилла», и прикольчик названия обсудим чуть позже. В этом фильме монстр представлен самым нестандартным образом. Во-первых, тут показано мутирующее существо от какой-то огромной ползающей амебы до сэволюционировавшей огромной непропорциональной ящерицы. И такая история появления и мутации экранизирована впервые. Причем стреляет Годзилла здесь не атомным взрывным дыханием, как было прежде, а каким-то ультратонким лазером. Причем не только из пасти, но и из спины и даже из хвоста. Короче, с точки зрения визуала, лично мне все очень нравится. Даже некоторые сцены выглядят потрясно и срежиссированы отменно. Плюс Годзилла здесь реально пугающий урод. Да, заметна дешевая графика, но основные проблемы вылазят оттуда, откуда не ждали. С людской стороны. Дело в том, что как таковых главных героев здесь нет, а есть политические дискуссии, военные решения, обсуждение того, как договариваться с разными странами. Короче, если бы я не знал, кто это написал, то воспринял бы такие затянутые, нудные, местами тупые диалоги, как очень тонкую и плохую сатиру на политический мир. Но, к сожалению, я знаю, кто сценарист. Держитесь крепче, я лично, когда узнал, чуть со стула не пиздался. Это Хидеаки Анно, автор Евангелиона. Шутка про Евангелион была как бы моим чеховским ружьем. Ружье Мангера. И если смотреть на Шин Годзиллу именно через призму его прошлых работ, а точнее самого популярного Евангелионыча, то, это сугубо мое мнение, я его никому не навязываю, это провал. Анна, как сценарист и наполовину режиссер этого фильма, неумело пытается адаптировать свое анимешное видение. То, что работало бы в анимации, ни черта не работает с живыми актерами. А уже сатирическую составляющую в политическо-человеческой плоскости сюжета я вообще откидываю. Анна не умеет в сатиру, не умеет накалять атмосферу, не умеет в историю как в таковую вообще. И да, на самом деле у фильма 2 режиссера. Второй — это его друг Синдзи Хигути, с которыми они на пару делали ребилды, но гражданин Хигути, насколько мне известно, отвечал лишь за спецэффекты, а вот с
содержание полностью держится на плечах Анно. Поэтому я считаю, что предел Анно — это визуализация и самобытное видение, потому что сам Годзиллыч сделан в духе старины. Там все еще прячется человек в костюме, только уже с использованием системы захвата движений. Отличные художественные приемы, крутой визуальный нарратив. За это можно накинуть респект, но на этом все. Анно, как самостоятельный автор, сценарист, режиссер, продюсер, для реализации такой сложной действительно темы, лично мне кажется, не вывозит абсолютно. Если вырезать все диалоги, фильм крутой. Либо если добавить в эти диалоги действительно качественные сатиры, тогда это могло бы работать. Но это я выразил свое непрофессиональное мнение зрителя. А вот реальность показала, что японцам такое представление Годзиллы зашло на отлично. В Годзилле Возрождение отлично сохранили именно что дух старых фильмов. Использовали рев из других картин, да и фильм затрагивал актуальную проблему выброса ядерных отходов и аварию на Фукусиме-1 в 2011 году. Куча метафор к японской культуре, упоминания всяких богов, мифологических персонажей. Сам Годзилла вроде как является чудовищем, живущим в море, которое объелось радиационных отходов. В этом плане все более чем канонично. Да и само существо приобрело кучу новых навыков. Ускоренная эволюция в 4 формах, разные ядерные лучи, физиологические особенности рептилии, такие как разделение челюсти. Во всех этих аспектах мне фильм безумно нравится своим новаторским взглядом на старого персонажа. Но я все еще останусь при своем. В сатиру и в политоту Анно не способен. Жаль, что фильм «Не смотри наверх» вышел так поздно. Может быть, Анно мог бы с него научиться делать реально глубокие диалоги и интересных персонажей, а не снимать пустой треп. Я заклинаю вас всех, чтобы после сказанного все вместе! Причем таким приемом Анно убил бы 2 зайцев. Как обычно, вставил бы в японскую версию Годзиллы омаж на американский фильм и Годзиллу показал бы в обновленном стиле. После Анно позволили экранизировать еще одного культового персонажа, которого я уже упоминал — Ультрамен. И версия от Анно называется, как бы вы думали, Шин Ультрамен. Ну, в переводе «Истинный Ультрамен». А после, совсем недавно, он снял и Шин Камен Райдер. И в этих 2 фильмах дела обстоят чуть лучше. Там куда лучше прописаны персонажи, но это не обзор фильмографии Анно. Да и объяснять, что такое Ультрамен и Камен Райдер, я тут не буду. Лучше уж сделать по каждому из них кинообзор. У меня уже целый списочек готов из обзоров на особенные фильмы, поэтому твой комментарий ускорит мое переквалифицирование в кинообзорщика. А может, не ускорит. Короче, Шин Годзилла обладает интересными визуальными находками. Респект Анно, что он сохранил основную суть, что монстр Годзилла — это метафора кары человечеству за его ошибки и ужасные решения. Но как сам фильм, в котором затрагиваются более глобальные вопросы и сложные темы, он не работает. Ставлю Анно 3 с плюсом за визуальную эстетику. Хотя, на самом деле, жаль. Его взгляд на франшизу мог бы быть поистине фантастическим. Но мне вот чего-то не хватало. Если у вас есть мнение на Шин Годзиллу, то я с удовольствием почитаю его в комментах. А теперь лучше обсудим действительно хороший фильм о Годзилле. Годзилла -1. На сегодняшний день, лично я бы сказал, что это единственный современный фильм о Годзилле, который нужно посмотреть и хоть отдаленно, но получить тот же эффект, который вызвал самый первый фильм о Годзилле в далеком 1954 году. Здесь идеально все. Визуал, музыка, метод рассказа истории, актерская игра, темп. Просто сказка. А сам Годзилла — это непередаваемая живая стихия. Честно скажу, не хочется спойлерить, о чем фильм. Если кто-то из вас не смотрел, то мотайте вот на этот тайм-код. В 2 словах, события происходят прямо в конце Второй мировой, после того, как Асашай отбомбардировали Токио.
Струсивший летчик камикадзе, вспоминаем, откуда камикадзе взялись, садится на ремонтную базу. Ночуя на посту вместе с ремонтниками, на них нападает крупный динозавр, которого местные жители прозвали Годзиллой, монстром, поднимающимся из глубин. Наш летчик и здесь трусит и не стреляет в рептилию, чем подставляет всех под зубы ящера. Герой не делает себе по самурайскому кодексу харакири и с этим грузом вины и ПТСРом возвращается домой в Токио. Поэтому, когда выросший Годзилла после ядерки вновь появляется и хочет уничтожить Токио, нашему летчику выпадает еще один шанс исправить ошибки прошлого. Помимо тяжелого периода войны, потери родных, раскрывается и излюбленный момент технологий, которые дают возможность пересмотреть японский взгляд на их же прошлое. Я говорю, конечно же, о системе катапультирования из самолета камикадзе. Этот момент передан филигранно. Отлично показано умение прощать не только другого человека, но и прощать самого себя. Причем, если вы внимательно слушали историческую часть моего рассказа, то все показанные в фильме детали для вас умножат удовольствие от просмотра. Это смелая картина, где впервые Америка выставлена далеко не как страна-союзник, а сама картина снята в очень понятном голливудском стиле. Трехактная структура сценария, идеально не переигрывающие актеры, отлично показаны последствия войны, а Годзилла каноничен в своей монструозности. Разъяренный котик злится от того, что его разбудили никчемные людишки. В общем, фильм смотрится на одном дыхании. Я его однозначно рекомендую к просмотру. И самое главное, это картина о людях, о настоящих, стремящихся и борющихся с ошибками прошлого внутри самих себя. Также по Годзилле были разные сериалы, как американские, так и японские, но о них говорить смысла не вижу. Про фильмы мне больше добавить нечего, но теперь перейдем к заключительной и, как мне кажется, самой интересной 5-й главе. Когда враги сожмут планету в кулак, Годзилла встанет, рассеет мрак. Он был разрушителем, но стал героем, сражается за мир с душой огненной. Годзилла непобедимый, его крик прорежет тьму. Король монстров, гроза судьбы, но ради нас сразится он в бою. Итак, Годзилла, хоть и является вымышленным монстром, но в японской культуре занимает все равно немного другое значение, чем просто персонаж франшизы. И об этом мы сейчас поговорим. Я специально не затрагивал этот вопрос ни в исторической, ни в религиозной части видео, так как посчитал, что эта деталька будет отличной завершающей главой, итоговым пазлом, который прекрасно дорисует всю картину. Невооруженным глазом можно заметить, что Годзилла является никем иным, как динозавром с сверхспособностями. И хоть его можно разобрать на составляющие, то есть узнать его составные части, что он унаследовал от того или другого динозавра, но все-таки во всех фильмах ему присваивают больше божественную природу. Его зачастую, помимо политических вопросов, считают стихийным бедствием. А стихия, как вы понимаете, в Японии тоже является своего рода богом. При этом Годзилла живет в море, можно сказать, стихийный морской бог-динозавр. А богоподобными морскими динозаврами называют кого? Правильно, драконов. Поэтому давайте поподробнее окунемся в само это понятие драконов и узнаем, какое место они занимают в японской культуре. Вообще, драконы в Японии являются таким же заимствованным культурным элементом, как и большая часть всего в Японии. И заимствовали драконов из... неожиданность! Из Китая. Откуда они взялись в Китае, рассказывать не буду, а вот о Японии расскажу. Драконы там всегда играли одну из главных ролей в мифологии, истории, искусстве и даже повседневной жизни японцев.
Японский дракон, или рю, происходит от китайского дракона, обозначающегося на китайском языке как длинный. Драконы обычно олицетворяют природные стихии, в частности воду, и считаются защитниками Земли и ее людей. И хоть японский дракон во многом похож на своего китайского аналога, но его уникальная индивидуальность развивалась на протяжении веков. Они обычно выступают в качестве водных божеств, которые управляют осадками и защищают водоемы. И такая связь с водой имеет жизненно важное значение для Японии, где испокон веков сельское хозяйство зависело от стабильных и предсказуемых погодных условий. Например, дракон-бог моря, или Рюдзин, является одним из самых известных драконов в японском фольклоре. Считается, что Рюдзин обитает в подводном дворце и повелевает приливами и волнами. И, конечно, такой защитник моря дарует рыбакам удачу. Именно поэтому судно Lucky Dragon номер 5 так и назван. Оно отсылает нас к этому смыслу. Еще один значимый дракон в японской мифологии — это Суирю, водяной дракон, отвечающий за дождь. По легенде, Суирю изначально был маленькой белой змейкой, которая медитировала и молилась много лет, а затем превратилась в могучего дракона, способного вызывать дожди. Помимо этого, японские драконы изображаются не только как хранители воды, но и циклов жизни. Они связаны с идеей гармонии между человеком и природой и часто символизируют природный баланс и наказание за эгоизм человека. И таких легенд о разных драконах в Японии навалом. Отсюда и изображения в искусстве, литературе и даже в религиозных сооружениях. Например, буддийские храмы и синтоистские святилища, которые напичканы статуями и реликвиями в виде драконов. Даже архитектура храмов с этими вырезами и закорючками отсылает нас к драконьим корням. Дракон также считается символом просветления в буддизме, а его способность возноситься на небеса олицетворяет путь души к духовному пробуждению. Одним из самых известных примеров драконов в японском буддизме является танец золотого дракона, исполняемый в храме Сенсодзи в Токио. Сюда же входят и татуировки. Например, тату с драконами несет в себе символы силы, мудрости и защиты. Они могут отличаться по дизайну, поскольку разные цвета и стили отражают различные аспекты природного дракона. Вот тату дракона белого цвета может символизировать чистоту и связь с божественным, а черный дракон может олицетворять мудрость и опыт. Не стоит забывать, что частые природные катастрофы, землетрясения, цунами, извержения вулканов также сформировали в японской культуре уважение к мощным силам, которые человек не способен контролировать. Это еще одна причина, почему Годзилла, как воплощение этого опыта, легко находит отклик у японского зрителя. Но вернемся к драконам. Они регулярно фигурируют в разных аниме, манге и японском кино. Классический пример — это культовый драконий жемчуг. Его в Японии обожают намного больше, чем у нас, как раз таки из-за любви к драконам. Короче, с самых древних времен и до наших дней драконы в Японии играли важнейшую роль, что только подчеркивает глубокое уважение и восхищение японского народа этими легендарными существами. И здесь даже не нужно вспоминать ту классную байку, что первый император был предком дракона. Это скорее был хороший маркетинговый и политический ход. Любовь к драконам у них была с самого зарождения их народа. Теперь вернемся к первому фильму о Годзилле. Там озвучивается одна из самых чудовищных трагедий в истории человечества и национальная травма – бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Годзилла, по сути, не злое существо. Да, он в ярости, потому что его разбудили люди своей разрушительной технологией. Именно они своими действиями превратили его в смертельно опасного радиоактивного зверя. И отсюда уже вытекает другое. Каким бы поверхностным ни казался Годзилла на экране, таким детским или глупым развлечением, но конкретно для японцев Годзилла является олицетворением их самих. В этом гиганте скрещены и вулканы, и землетрясения, и тайфуны, и радиоактивная опасность, и божественная природа, и дьявольская, и даже мусор, который человек после себя оставляет, это тоже, по сути, Годзилла. В особом метафорическом смысле Годзилла и есть Япония. Но Годзилла есть в каждом из нас.
Истолковать Годзиллу с точки зрения какой-то рациональности лично мне крайне сложно, даже с учетом всех исторических подводок и примеров. Единственный для нас очевидный мостик смыслов, который помогает нам понять срощенность Годзиллы и Японии, это последствия ядерных ударов. Но все равно в корне этого лежат более глубокие культурные значения. Вот, например, ту же лучевую болезнь японцы принимали не как за физическое последствие, а воспринимали как божественное наказание или проделки злых духов. То есть любое действие окрашивалось мистифицированием. Но самое главное здесь, что Годзилла, так же как и японцы, стал жертвой ядерного удара. Он по сути пережил тот же ужас, что и пережили японцы. Его физическое поведение очень хорошо описывает то, что происходило у каждого японца в глубине души. Я не просто так сказал, что первый фильм для всей Японии стал катарсисом, очищением. По сути, Годзилла творил на экране все то, что в глубине души хотел каждый, кого задели последствия Хиросимы и Нагасаки. Они хотели выплеснуть всю ярость, весь гнев, переполняющий их сознание. И Годзилла отлично делал это за них. И через такую подачу зритель отлично ловил духовный баланс. Не зря роль этого монстра постоянно прыгала от героя до злодея и обычной нейтральной силы. Таким образом, зритель через кино понимал, что если он живет правильно, не мусорит, не портит жизнь другим, его обязательно природа защитит. А вот если люди ведут себя хреново, то природа их за это уничтожит. На мой взгляд, это хороший и правильный посыл. Поэтому японские драконы, или японская мифология, или тот же Годзилла, все они связаны общей темой. Они отражают человеческие страхи, надежды и стремления к гармонии с природой. Они дают понять, что мы, люди, лишь часть огромного и мощного мира. И с этим миром нужно жить в согласии, а не противостоять ему. Но самое интересное я оставил на самый конец. Присядьте поудобнее и готовьтесь выслушать настоящую легенду, прослушав которую для многих образ Годзиллы как японского феномена просто изменится до неузнавания. Но прежде чем приступить к самой легенде, хочу сделать маленькую пометочку. Одной из самых удивительных черт японского фольклора является его уникальная территориальная заимствованность у других соседних территорий. То есть внутри страны регионы перенимали истории друг от друга в абсолютно разных смыслах. Дело в том, что Япония является, как вы заметили, горной страной, и передвижение по ней всегда было трудным и извилистым путем. И поэтому словосочетание «жизнь за горой» для всех жителей представлялось как совершенно другой, новый и неизведанный мир. И в свою очередь, такое восприятие мира, то есть такое явление чувства, что за горой жизнь другая, способствовало повышенному вниманию людей к путешественникам или переселенцам с других территорий, и в особенности к их рассказам и историям. А отсюда уже появлялись совершенно уникальные трактовки, пересказывания и возможные толкования, по сути, простых жизненных явлений. Но если информация проходила путь через несколько префектур, то уже она становилась совершенно другой. Получала окрас в виде каких-то додумываний, мистификаций и просто художественных описываний, которые очень свойственны жителям Японии. Все-таки не забываем о разного рода йокаях. Вообще мне этот прикол пересказов из уст в уста напоминает передачу на телеке. Было такое шоу «Пойми меня». Там челы объясняли слово по очереди всей команде, не употребляя при этом однокоренные слова. И, естественно, от первого участника до последнего смысл слова или словосочетания уникально коверкался. Вот теперь представьте такую же конструкцию, только между целыми регионами, а вместо слова были целые мифологические события. Так вот, именно таким удивительным и уникальным преобразованием фольклора стал остров Эносима. Эносима — это небольшой островок, который находится прямо рядом с берегом, буквально в 1 километре от суши. Так вот, об этом острове ходит удивительная и очень интересная легенда. В
1047 году знаменитый буддийский монах Японии Коккей написал фольклорный рассказ о том, как появился японский остров Эносима. В своем трактате он рассказывает, что как такового острова Эносима не существовало. Но рядом, на соседней прилегающей территории, была деревня Косигоэ. И эту деревню терроризировал в течение 1000 лет гигантский пятиглавый дракон по имени Гозурю. Он поедал скот, пугал местных жителей, портил урожай, а когда совсем обнаглел, стал требовать от местных приносить себе в жертву маленьких детей. Интересный факт, что изначально название деревни Косигоэ записывалось другими иероглифами, что можно было перевести как «ребенок, смерть, подношение». Такое название считалось производным от ужасного аппетита дракона к маленьким детям. Знаменитая японская богиня Бензайтен, ее еще сокращенно называют Бентен, наблюдая за ужасом, который творит дракон Гозурю, решила проучить наглеца, и район Косигоэ начали сотрясать сильнейшие штормы и непрекращающиеся землетрясения. Когда безумие закончилось, а облака рассеялись, с небес спустилась небесная дева. Прямо перед тем, как ее нога коснулась поверхности воды к югу от деревни, из глубин поднялся таинственный остров. И если поверить легенде, то это и был остров Эносима, который стал домом и резиденцией богини Бензайтен, покровительницы воды, красноречия, музыки и знаний. За этим всем делом наблюдал Гозурю, и, увидев богиню, сразу же в нее безумно влюбился и немедленно попросил ее руки. Бентен, помимо того, что была мудра, еще и обладала чертовски убедительным красноречием. Она отвергла предложение дракона и дала ему понять, что он поступал неправильно, преследуя жителей деревни. Но сказала, что рассмотрит его предложение только тогда, когда он поклянется помогать людям Косигоэ. С этой же секунды Гозурю посвятил себя защите этой области, которую терроризировал 1000 лет. В конце концов, Бентен увидела, что Гозурю действительно изменился. Она вышла за него замуж, и Косигоэ стала процветать как никогда раньше под их совместной защитой. А когда уже земное время дракона подошло к концу, он улегся недалеко от деревни, головой направленной на Косигоэ. Говорят, что он до сих пор продолжает защищать эту территорию. И действительно, если внимательно посмотреть на форму холмов между городами Камакурой и Эносимой, то можно различить силуэт дракона. Эту легенду подтверждают храмы, находящиеся на острове Эносима. Один храм принадлежит богине Бензайтен, а второй храм – дракона, в котором в дождливую погоду можно услышать знакомый нам всем рев. Ну, первое, что хочется сказать, что никакое отношение к Годзилле напрямую эта легенда не имеет. И, конечно же, она кажется фантастичной. Но, как я объяснил выше, такое преобразование мифа получилось благодаря описыванию жизни за горами разными странниками и путешественниками. А сама легенда появилась из обычных географических изменений. 5 голов дракона, скорее всего, символизировали 5 притоков и устьев реки, которая до сих пор при бушующей погоде разливается на соседние города. И, конечно, несколько тысяч лет назад речной разлив мог уносить жизни скота, людей, мог портить урожай. И при многовековой трактовке для жителей дальних регионов 5 разливающихся речек могли превратиться в 5 голов ужасающего дракона. А богиня, сошедшая с небес, могла быть ничем иным, как обычный пролетающий метеорит. А учитывая, как за несколько тысяч лет менялись приливы и отливы, то и появившийся из воды остров не кажется уже таким удивительным явлением. Зато его появление благоприятно сказалось на приливах к берегам деревни, что и послужило своеобразным спасением жителей от бушующих речек. Думаю, тут пример понятен, что объяснения природных явлений для жителей далеких регионов получали свое физическое воплощение. И хоть никакого прямого отношения к Годзилле этот миф не имеет, но в самом первом фильме есть отсылка к Эносиме. Рыбаки с выдуманного острова Отто пересказывают похожую легенду о драконе, только его зовут не Гозурю, а Годжира.
То есть фильм пересказывает в вольной трактовке легенду, которая пересказывалась сотни тысяч раз из поколения в поколение, которая корнями врощена в культуру японского народа. Народа, у которого есть еще десятки легенд о разных драконах, живущих в океане. Годзилла – это буквально визуализированный миф. И лучше всего Годзиллу характеризует его луч и вспыхивающий гребень. Это самая чистая, абсолютная стихия, принадлежащая нашему воображению не меньше, чем природе. Сила Годзиллы в нестареющих легендах о драконах, в вольной трактовке таких явлений, как вода и пламя, как земля и небо. Пройдет время, легенды опять наберут силу, и король снова поднимется из глубин, чтобы призвать новое поколение зрителей, живущих за горой, взглянуть на его разрушительную мощь. И знаете, он разрушитель был, но теперь другой. Наша земля его зовет стать героем. Нет, не так. Он разрушитель был, но теперь другой. Наша земля его зовет стать героем. Силой древней защищает нас, как могучий титан. Мы верим, что он наш последний шанс. Когда все рушится вокруг и не видно света, он настанет из глубин, как шторм на планете. Огонь и дым разрушает все подряд. Его шаг, удары города горят. Он как буря, мощный, как хаос и страх. Но есть его сердце и маленький знак. Когда мир накроет, не оставит след. Он поднимется снова, даст врагу ответ. Гигант-разрушитель, ставший героем. Он станет щитом, когда зло на пороге. Как сила непобедимый, король монстров, властелин. Когда зло придет топтать наш мир, он сокрушит любой режим. Как сила непобедимый, его рев расколет тьму. Король монстров, глаза судьбы, он землю спасет в смертельном бою. Он разрушитель был, но теперь другой. Наша земля его зовет стать героем. Силой древней защищает нас, как мучий титан. Мы верим, что он наш последний шанс. Когда все рушится вокруг и не видно света, он восстанет из глубин, как шторм на планете. Его враги трепещут, его сила, как огонь. Он сражается за нас, наш король, наш герой. Как сила непобедимый, король монстров, властелин. Когда зло придет топтать наш мир, он сокрушит любой режим. Как сила непобедимый, его рев раскалит тьму. Король монстров, глаза судьбы, он землю спасет в смертельном бою. Все рушится и пепел летит, Годзилла восстает, мир защитит. Его враги трепещут в страхе. Он наш король, он в этой битве главный.